Уважаемые коллеги, очень приятно видеть вас сегодняшним утром в стенах Национальной библиотеки. Мы начинаем Дни Российской национальной библиотеки в Республике Коми. Слово для приветствия предоставляется исполняющему обязанности Национальной библиотеки Республики Коми Данщиковой Екатерине Леонидовне. Доброе утро, коллеги! Рада приветствовать вас снова в нашем зале. Мы продолжаем наш проект Федеральной библиотеки для местного сообщества. И это прекрасно, что мы его продолжаем, потому что как ни в этом проекте вы где бы еще познакомились с такими прекрасными опытами, такими прекрасными проектами наших главных федеральных библиотек. Поэтому это очень значимо для профессионального сообщества республики. Российская национальная библиотека, конечно, она является нашим хорошим партнером и вообще партнером библиотечного сообщества Республики Коми. Они частые гости в нашей республике, и мы их с удовольствием и ждем, и готовы встречать каждый раз. Конечно, хочется поблагодарить. Я вот и спиной стою, к сожалению, да, наверное? Вот, простите, да. Конечно, хочется поблагодарить сотрудников Российской национальной библиотеки и лично Владимира Геннадьевича Гронского, которые не отказали нам поучаствовать в нашем проекте, таком межрегиональном, и я бы даже не побоялась слова всероссийском, потому что на своей площадке мы уже встретили представителей многих федеральных библиотек России, и это очень значимо, еще раз подчеркиваю, для республики. За эти 2 дня, которые случатся сегодня и завтра, наши коллеги из других библиотек, надеюсь, и школьных в том числе, потому что это тоже важно и для педагогического сообщества, коллеги познакомятся с исследовательской деятельностью Российской национальной библиотеки, проектами, узнают об электронных коллекциях библиотеки. Я, наверное, тоже предвосхищаю, но в программке это тоже написано. Вы увидите виртуальную экскурсию по Российской национальной библиотеке. И это будет я думаю, что это будет очень интересно и познавательно. Ну и самым главным событием все-таки этих дней станет семинар, на котором будут освещены новые формы работы в информационно-библиографической работе, вопросы формирования фондов, в том числе, наверное, именно цифровых источниках. Будем ожидать, конечно, самых интересных, я думаю, коллеги нас не подведут докладов, и ваши практические вопросы, наверное, тоже сформируются по ходу события процесса. И, конечно, библиотечная деятельность не ограничивается, как я сказала, уже к отрасли культуры. Я надеюсь, что и библиотекари муниципальных образований, и библиотекари школьных библиотек привнесут в свою деятельность что-то новое, необходимое, важное, ценное, выделят для себя ту какую-то грань, тот интересный ракурс, который будет необходим и будет использоваться в их деятельности. Уверена, что у нас все получится. Благодарю еще раз коллег Российской национальной библиотеки. Удачи, хорошего, продуктивного труда. Спасибо коллегам. Я все обращаюсь туда, но понимаю, что там здесь. Еще раз огромное спасибо, Екатерина Леонидовна, за выступление, за приветственное слово. Ну а сейчас мы с вами, коллеги, заслушаем видеоприветствие генерального директора Российской национальной библиотеки Гронского Владимира Геннадьевича. Давайте послушаем. Уважаемые коллеги, от имени коллектива Российской национальной библиотеки я приветствую библиотечное сообщество Республики Коми и поздравляю вашу республику со столетием образования, а национальную библиотеку со 185-летним юбилеем. Основанная в 1838 году,
Как общественная библиотека Усть-Сысольская, она прошла большой и сложный путь, как и многие библиотеки России, повторяя все этапы отечественной истории и неизбежно отражая все исторические события, происходившие в нашей стране. В течение всего 185-летнего пути ваша библиотека наращивала свои фонды и совершенствовала обслуживание читателей. А 14 апреля 1992 года она получила статус Национальной библиотеки Республики Коми. И так же, как другие национальные библиотеки, сегодня является центром книжной культуры, в первую очередь народов, проживающих в республике. Масштабным проектом стал капитальный ремонт исторического здания вашей библиотеки. Теперь начата работа с новыми силами и, конечно, на более высоком технологическом уровне. Реновация пространства и модернизация оборудования позволяют читателям почувствовать, насколько библиотечное пространство может быть комфортным, уютным, мобильным, информационным и полезным. Так как сегодняшнее заседание во многом посвящено библиографической деятельности, стоит упомянуть, что к юбилею библиотеки был издан второй том библиографического словаря писателей Коми, который по итогам 10-го ежегодного конкурса Российской библиотечной ассоциации «Лучшая профессиональная книга года 2022» получил первое место в номинации «Библиотека в культурной жизни общества». В 2021 году, по случаю столетия, прошли Дни Республики Коми в Санкт-Петербурге. В этом году, в связи с празднованием юбилея Национальной библиотеки, мы проводим Дни Российской национальной библиотеки в Республике Коми. Подобные мероприятия, несомненно, способствуют сближению культуры наших народов и библиотек. В выступлениях специалистов РНБ прозвучат темы, которые, мы надеемся, заинтересуют и будут полезны для представителей библиотечного сообщества вашей республики. Это научно-исследовательская работа в РНБ и применение цифровых технологий. Мы расскажем об электронных коллекциях и об истории нашей библиотеки. Будет сделан доклад «Неизвестная библиотека. Прогулка по императорской публичной библиотеке». Наши специалисты расскажут о Всероссийском конкурсе научных работ по библиотековедению, библиографоведению и книговедению, о Всероссийском конкурсе краеведческих изданий «Авторский знак». Семинар «Информационно-библиографическая деятельность в эпоху цифровых технологий» пройдет в очном режиме. Библиографы РНБ познакомят слушателей с библиографической деятельностью Российской национальной библиотеки с XIX века и до наших дней, которая оказала значительное влияние на формирование библиографической культуры нашей страны. Будут сделаны доклады о новых формах информационно-библиографического обслуживания и о процессах формирования информационной, в том числе цифровой культуры пользователей. Два выступления коснутся важных, актуальных на современном этапе вопросов библиографического описания электронных ресурсов сетевого распространения и неопубликованных архивных документов. Конечно, за столь краткое время у нас нет возможности раскрыть все многообразие деятельности Российской национальной библиотеки, но мы надеемся, что Дни РНБ в Республике Коми пройдут с пользой и послужат взаимному творческому обогащению. Желаю вам, дорогие участники, здоровья и плодотворной работы. Спасибо за внимание. Мы выслушали только что замечательные слова на замечательную, хорошую, плодотворную работу в наши 2 дня от Владимира Геннадьевича Гронского. И, как он сказал, нам очень приятно, что им был отмечен словарь писателей Коми, второй том. Это наша гордость. На экспозиции издания Национальной библиотеки сегодня он представлен. Подходите, смотрите, знакомьтесь. Мы продолжаем, и следующее выступление – это выступление заместителя генерального директора по научной работе Российской национальной библиотеки Фирсова Владимира Руфиновича. Он расскажет о Российской национальной библиотеке как научно-исследовательской организации. Дорогие друзья, коллеги, очень рад всех видеть. Позвольте вас поприветствовать. Надеюсь, что у нас вот эти дни с вами пройдут не только интересно, но и конструктивно. И с одной стороны, конечно, послужат
еще более тесному развитию взаимодействия наших библиотек, профессионального взаимопонимания, профессионального взаимообогащения, но и в целом, конечно, послужит генерированию каких-то, может быть, совместных предложений, акций на благо нашей российской культуры. Итак, моя тема сегодня – это представление Российской национальной библиотеки, но представление Российской национальной библиотеки в одной из ипостасей ее развития. Собственно, это Российская национальная библиотека как научно-исследовательское учреждение. Или я вам расскажу о научно-исследовательской работе Российской национальной библиотеки. Но, с одной стороны, мы с вами хорошо знаем, что как вы, так и другие центральные библиотеки субъектов Российской Федерации, федеральные библиотеки активно или в той или иной мере участвуют в научной работе. Но, тем не менее, я хочу вам показать, что именно вот у Российской национальной и у Российской государственной библиотеки, двух национальных библиотек России, есть такие серьезные отличительные черты, которые в полной мере дают нам основания определять их как флагманы библиотечной науки в России, с одной стороны, или как, можно даже по-другому сказать, и я это проиллюстрирую, как одни из ведущих научных учреждений в целом в стране. Итак, Российская национальная библиотека, учрежденная по указу императрицы Екатерины Великой, является не только первой национальной и старейшей публичной библиотекой, но и одной из крупнейших библиотек мира. С момента своего основания и по сей день одной из главнейших задач, самой главной задачей, конечно, это было собирание самого полного собрания российских книг с появлением книгопечатания, рукописных документов и наиболее значимых, как у нас подчеркнуто, для культуры, науки и образования зарубежных книг. В настоящее время в наших фондах насчитывается почти 40 миллионов произведений печати различных форм. РНБ посещает в год примерно 800 тысяч человек. Книговыдача составляет более 5 миллионов изданий. Более 5 миллионов пользователей обращаются в фонды библиотеки дистанционно, независимо от своего места проживания. Примечательно, что вот мы с вами 27 мая празднуем ежегодный день, общероссийский день библиотек, который был учрежден указом президента Российской Федерации. Но, может быть, не все знают это, что он был учрежден указом президента Российской Федерации в день и в честь 200-летия со дня основания Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки. Как зафиксировано в концепции развития нашей библиотеки на 18-25 года, утвержденной коллегией Министерства культуры Российской Федерации, миссия РНБ – это собирание, сохранение, предоставление в общественное пользование универсального фонда документов на всех видах носителей, отражающих накопленное человечеством знание и духовный опыт нации и имеющих отношение прежде всего к национальным интересам России и обеспечение гарантированного доступа настоящего и будущих поколений к интеллектуальным богатствам страны. При этом, еще раз подчеркну, что современная национальная библиотека сочетает в себе три основных социальных предназначения. Первое – это историко-культурный, гуманитарный центр, создающий условия для научной работы и приобщения к ценностям культуры. Второе – это современный информационно-образовательный и просветительский центр, открытый для всех и готовый к удовлетворению самых разнообразных потребностей читателей, посетителей, пользователей. И это научно-исследовательское учреждение, обеспечивающее развитие отрасли библиотечного дела и исследование широкого спектра социальных и гуманитарных проблем в области истории, источниковедения, культурологии, социологии и так далее.
Практически для всех стран мира характерно наличие такого особого типа образования, как национальная библиотека. Так, в частности, вот в нашей библиотеке была издана прекрасная работа Михаила Юрьевича Матвеева «Имидж национальной библиотеки». И он там приводит атрибутированный список 314 национальных библиотек мира. И что интересно, что ведение научной работы является одной из характерных черт подавляющего большинства национальных библиотек мира. Итак, это одно из наших основных направлений деятельности. На правовом уровне данное направление зафиксировано в Федеральном законе о библиотечном деле. Федеральном законе о библиотечном деле. Как вы, может быть, знаете, национальным библиотекам там посвящена специальная 18-я статья. Именно в этой статье Российская национальная и Российская государственная библиотека определены как научно-исследовательские учреждения в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения и смежных наук. В соответствии со статьей 5, Федерального закона о науке и научно-технической политике, там дано определение понятия научная организация. Так вот, в соответствии со статьей 5, к научной организации относится та, в учредительных документах которой научная деятельность отнесена к основным видам деятельности. Учредительный документ для нас это что такое, да, в соответствии с Гражданским кодексом? Это наш устав. В нашем уставе, который утверждается правительством, подчеркиваю, правительством Российской Федерации, уставы только 4 или 5 организаций культуры в Российской Федерации утверждаются правительством, то есть их учредителем является правительство. Эрмитаж, Большой театр, Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека. Так вот, в соответствии с пунктом 22 нашего устава определяются основные виды деятельности. И в соответствии с этим пунктом к основным видам деятельности отнесено, цитирую, ведение работы по библиотековедению, библиографоведению и книговедению, а также осуществление деятельности в качестве методического, научно-информационного и культурного центра федерального значения. Далее. Научная обработка и раскрытие фонда библиотеки с помощью системы изданий каталогов на различных носителях информации, формирование электронных библиотек, информационных баз и банков данных. Следующее. Обследование, состояние, описание, консервация, реставрация хранящихся в библиотеке отечественных и зарубежных документов. Следующее. Проведение научных, культурно-просветительских и образовательных мероприятий в установленной сфере деятельности. И следующее – ведение научно-исследовательской, научно-информационной и методической работы в области библиотечного дела, библиографии, книжного дела и других смежных областях. Очевидно, что научно-исследовательская деятельность – это лишь одно из направлений деятельности Национальной библиотеки. Однако, как свидетельствует сложившаяся практика, именно научная, координационная, научно-методическая деятельность Национальной библиотеки в интересах библиотек страны является главным отличительным признаком от просто самой крупной библиотеки. Поэтому верным будет утверждение, что научно-исследовательская деятельность библиотеки является одной из системообразующих функций Национальной библиотеки. Это явление отнюдь не новое. В свое время, например, в 2000-х годах в стране действовал порядок аккредитации научных учреждений, который сейчас отменен, не действует. И в соответствии с этим порядком наша библиотека также проходила аккредитацию в качестве научно-исследовательского учреждения, получала соответствующее свидетельство и так далее.
Актуальность и востребованность научной работы РНБ обусловлены ее тесными связями с вызовами времени. Как будет показано далее, прежде всего научная работа РНБ отвечает основным направлениям, сформулированным в основу государственной культурной политики. Помните, президентский документ принят в 2014 году. Это подчеркну. Сохранение исторического и культурного наследия. Это усиление роли библиотек в деле исторического и культурного просвещения. Воспитание чувства патриотизма и национальной гордости. Расширение доступности для граждан классической отечественной мировой литературы. Обеспечение доступа граждан к знаниям и информации. Возрождение интереса к чтению. Возрождение и развитие массового краеведческого движения. Большое значение для определения круга решаемых проблем, несомненно, имеет национальный проект «Культура» и основные подходы национального проекта «Наука». РНБ является федеральным государственным бюджетным учреждением. Следовательно, в основе содержания и организации научной работы у нас лежит государственное задание, утверждаемое Министерством культуры Российской Федерации. Задание определяет количественные показатели, в том числе по опубликованным в рамках исследований статьям индексированных научных изданиях и тематику основных направлений прикладных исследований, а также количество и перечень проводимых научных мероприятий и количество их участников. Показатели государственного задания являются основой формирования бюджета Российской национальной библиотеки. Приведем в качестве примера госзадание РНБ в части научной работы на 2021 год. Так, среди направлений научных прикладных исследований государственным заданием определены 5 тем. Прочту их. Научное описание исследований, публикация документов, источников по истории и культуре России и стран мира. Следующее. Научно-методическое обеспечение развития модели библиотек в системе библиотечного обслуживания населения Российской Федерации. Следующее. Продвижение чтения в общедоступных библиотеках России в условиях цифровизации общества. Следующее. Неразрушающие методы исследования библиотечных материалов для решения вопросов консервации документов. Следующее. Библиографическая деятельность национальных библиотек России. И тут же было задание проведения 25 научных и методических мероприятий. Каждое направление государственного задания носит достаточно комплексный характер, охватывающий большое количество проводимых работ. Именно поэтому для организации контроля проводимых работ генеральным директором у нас госзадание утверждается министерством, а генеральным директором утверждается план выполнения государственного задания по научно-исследовательской, научно-методической, научно-организационной работе. Это достаточно такой объемный документ, порядка 30-40 страниц, который включает темы, виды работ в рамках данной темы, исполнителей, объемы, сроки работы и так далее. То есть это для нас основной рабочий документ. Он, кстати, представлен на нашем сайте Российской национальной библиотеки, как и все другие планы, так что вы можете ознакомиться. Кроме этого, у нас утверждаются следующие планы. Я сейчас говорю только, естественно, о комплексе научной работы. Следующий план – это план научных мероприятий Российской национальной библиотеки. Государственное задание нам устанавливает, как правило, на год 20-25 мероприятий. Государственное задание устанавливает также количество участников мероприятий. Это 5000 на год. Как правило, реальное количество мероприятий у нас несколько больше. Следующий план – это план научных, методических, информационно-биографических изданий. Также эти планы все можно посмотреть на нашем сайте. Таким образом, вот этот механизм государственного задания, отражение соответствующих положений в уставе, порядок планирования, отчетности свидетельствует о том, что наша научная работа отвечает всем формальным требованиям, предъявляемым научным организациям как в сфере планирования, так и непосредственно в сфере отчетности. Сюда же у нас еще, я не назвал, отдельный сюжет, это регистрация наших тем в единой государственной информационной системе ЦИТИС
регистрация наших научных тем, представление отчетности. Это единственная система межотраслевая для всех ведущих, для всех научных учреждений страны и так далее. Рассмотрим основные направления научной работы РНБ на примере последних 5 лет. В данном случае я буду называть не темы государственного задания, а именно направления. Они такие более объемные, как бы носят более комплексный характер по своему названию, по своим формулировкам. Но первое – это научная разработка и обеспечение реализации федеральной политики в области библиотечного дела. Данное направление научной работы в том числе закреплено не только в нашем уставе, но и в Федеральном законе о библиотечном деле, где в статье 18 сказано, что библиотеки участвуют в формировании и реализации государственной библиотечной политики. Это наше участие, реальное участие в той или иной мере. Мы привлекаемся при разработке фактически всех нормативных и нормативно-рекомендательных государственных актов, федеральных законов, которые разрабатываются в стране, и которые в той или иной мере, то есть не в полной мере, даже те, которые являются из смежных отраслей, да, смежными по отношению к нам, и которые в той или иной мере, как я сказал, касаются библиотечного дела. Следующее направление – это актуальные проблемы трансформации библиотечных систем в информационном обществе. Подчеркиваю, в данном случае для нас принципиальное сейчас направление важнейшее. Это не тип образования библиотека, это не внутренняя проблема формирования образа библиотеки и ее функционирования, а это проблемы развития, формирования, реструктуризации и так далее библиотечных сетей. Что это такое на сегодняшний день, вы хорошо себе представляете, насколько это актуально, тоже, думаю, не нужно иллюстрировать. Следующее направление, большое комплексное, это публичная библиотека, как институт поддержки и развития чтения. С одной стороны, в рамках этого направления БАИСом является это проводимое нами социологические исследования, с другой стороны, в области чтения и читательского поведения, с другой стороны, это организационно-методическая и координационная помощь в проведении исследований в области социологии и чтения другим организациям. И с третьей стороны, это отслеживание, выявление опыта и продвижение самых современных и эффективных форм поддержки и формирования чтения читательской культуры. Следующее направление – это историко-библиотечные исследования. И тут наша библиотека также лидирует. И это сочетает в себе два направления. С одной стороны, это, собственно, история нашей библиотеки. И это совершенно оправдано, потому что история нашей библиотеки, да, это история нашей российской культуры. И вы знаете, что, будучи основана в XVIII веке, в XIX веке, она являлась уже средоточием российской духовности, да, средоточием российской не только литературной культуры, но и в совершенно более широком смысле. В ее стенах трудились такие деятели, как Крылов, Гнедий, Батюшков, Ленин, Мартин и так далее, и так далее. Поэтому изучение истории нашей библиотеки представляет большое самостоятельное направление в рамках вот этого комплексного направления. И вторая составляющая – это, конечно, изучение, а более координация, опять-таки, организация содействия в изучении истории библиотек России. Тут много чего интересного, вы знаете это направление, в том числе одно из наиболее актуальных – это история наших потерь, утрат, восстановления, реконструкции коллекции в период Второй мировой войны и другие важные и интересные темы. Следующая тема, которая объединяет наши библиографические исследования, это формирование универсального отраслевого репертуара отечественных публикаций электронных ресурсов. Ну, тут ключевое, что с одной стороны универсального, то есть это национальные каталоги репертуара, это сводная каталоги репертуара, это национальная библиография, а с другой стороны отраслевая, это такое научно-вспомогательное
обеспечения важнейших направлений развития нашей культуры. Ну, например, да, вот у нас выходит проект, который реализуется уже в течение нескольких десятилетий. Это самый полный такой библиографический свод, сперва русские писатели-прозаики, потом русские советские писатели, поэты. Это многотомное издание, которое насчитывает уже много десятков томов, является самым полным библиографическим сводом в плане освещения деятелей, тех или иных деятелей нашей отечественной литературы, нашей культуры. Следующее направление – это, собственно, раскрытие наших, научное изучение, описание и введение в научный оборот наших рукописных фондов. Вы знаете, что у нас богатейшая коллекция, не только среди российских библиотек, а богатейшая коллекция в мире рукописных документов, редких рукописных документов, которая насчитывает более 400 тысяч единиц хранения. Это направление вот, научное, большое, комплексное, называется у нас так: организация научного описания, изучения, введение в научный оборот памятников истории и культуры России и других стран мира. Следующее направление – это изучение истории книжного дела в России 19-го, начала 20 века. Это тоже то направление, которое мы развиваем уже в течение не одного десятилетия. В свое время на уровне Академии наук состоялся такой дележ хронологических периодов между ведущими организациями РГБ, БАН и нами, на изучение которого, да, периодов мы должны были сосредоточить свое внимание в плане изучения книжной культуры и истории книги. Нам достался период капитализма, то есть это вторая половина 19-го, начало 20 века. Позднее мы этот период расширили, то есть это 19-е, начало 20 века. И у нас есть все основания говорить о том, и кому это интересно, я думаю, знают это, что этот период в истории отечественной книжной культуры, благодаря нам, является наиболее полным и серьезно, фундаментально изученным. Следующее направление – это обеспечение сохранения библиотечных фондов. Я подчеркиваю, что это именно направление научно-исследовательской работы. Почему? Потому что наряду с практической работой по организации сохранности книжных фондов, практической, методической работы, ему или сопутствует, или точнее сказать, является основанием этого направления большие научные исследования, которые ведутся в области выявления, формирования самых современных технологий, реставрации и консервации библиотечных фондов, создания самых современных материалов для сохранения библиотечных фондов и так далее и тому подобное. И, наверное, да, еще у меня два направления, которые я должен назвать. Это генеалогия и история семьи. Это, скажем так, направление, которое было у нас закреплено созданием специального подразделения на стенах нашей библиотеки в начале 90-х годов. Ну, это одна из, да, скажем, одна из научно-вспомогательных дисциплин, да, историческая дисциплина, которая, с моей точки зрения, является принципиально важной во многих библиотеках зарубежных. Она является обязательной составляющей краеведческой работы библиотек. Вот. У нас она не столь распространена, генеалогия скорее распространена в сфере, так сказать, самостийной, такой сфере любительской, сфере общественных таких движений, любительских движений. Но у нас работают именно профессиональные специалисты в данной отрасли, знания, которые стараются не только обеспечить эту тему библиографически, методически, заниматься конкретной историей конкретных родов и семей, но и стремятся к поддержке и созданию каких-то либо подразделений, или генеалогических обществ, или подразделений в структуре библиотек субъектов федерации по генеалогии, которые бы способствовали генерированию и распространению этого важнейшего направления в области изучения истории отечественной культуры, формирования
нашей духовности. И последнее направление, которое я должен назвать, это наша научно-образовательная деятельность. Но тут вы об этом, да, хорошо знаете, у нас постоянно работают те или иные курсы, мы обеспечиваем те или иные научно-профессиональные программы. На сегодняшний день мы предлагаем специалистам в сфере библиотечного дела 38 профессиональных образовательных программ. Часть из них реализуется на платной основе, то есть участники оплачивают обучение, но большая часть финансируется целевым порядком Министерством культуры Российской Федерации. И вот сейчас у нас это параллельно, например, сейчас у нас работает школа комплектатора бесплатно для обучаемых. С 17 или 18 числа у нас начнется впервые курс по организации научно-исследовательской работы в Центральной библиотеке субъектов Российской Федерации и так далее, и так далее. Это интересно, это важно. Посмотрите, пожалуйста, на нашем сайте страницы нашего Центра дополнительного образования. Я думаю, вы найдете там много интересного и полезного. Завершая свое представление нашей работы в данном направлении, я скажу, что есть объективные какие-то показатели признания нашей значимости, нашей результативности. Это не только профессиональное одобрение коллег в дружеской или профессиональной обстановке. Это два еще момента я назову. Один момент – это наше участие в различных профессиональных конкурсах в сфере научной работы. И вы знаете, что тут два конкурса можно назвать. Один – это всероссийский конкурс научно-исследовательских работ в области библиотековедения, библиографии и книговедения. И мы очень часто отмечаемся как лауреаты этого конкурса. А другой конкурс – это конкурс «Лучшая профессиональная книга года», организуемый Российской библиотечной ассоциацией в рамках Московской международной книжной ярмарки. Но одним из самых наиболее значимых инструментов, который в том числе рекомендуется Министерством культуры Российской Федерации для подведомственных организаций для определения эффективности, фиксации эффективности своей научно-исследовательской работы, является наукометрической системой. Для нас в России это индекс, российский индекс научного цитирования, так называемая система РИЦ, которая основывается, в свою очередь, на системе e-library, это крупнейшая профессиональная библиотека профессиональных текстов у нас на русском языке. Так вот, я приведу очень такие показательные примеры. Обратите внимание, в РИЦ на сегодняшний день зарегистрировано порядка 2300 организаций. Это научные организации с Россией, работающие в совершенно различных сферах, отраслях. Так вот, из 200 300 научных организаций наша библиотека занимает 126 место. Коллеги, это очень высокий показатель, если учесть, что мы тут соревнуемся и с ядерной физикой, и с онкологией, и с астрономией, с чем угодно, и с фундаментальными науками, и с прикладными науками, и с академическими институтами, и с университетами, и мы 2300 организаций, 126 место. В Петербурге у нас зарегистрировано в системе РИНС 210 научных организаций, много. И мы занимаем среди них 10-е место. Это более чем хорошие показатели. Среди наших сотрудников есть ряд ученых, которые имеют индекс Хирша, это один из основных показателей РИНСовской системы, более 20. Это дает основание говорить о том, что в наших стенах работают выдающиеся ученые. Таким образом, завершая свою информацию, это свое представление научной работы нашей библиотеки, я хочу обратить внимание еще на одном моменте.
Это я вот так достаточно, скажем, подробно охарактеризовал государственное задание, которое мы получаем, основные комплексные направления нашей научной работы. В целом их можно разделить на два таких больших комплексных направлений, как кластеров, что ли говорят, так как угодно, в общем, два таких основных пласта. Один — это, собственно, научная работа в области научного обеспечения работы библиотек. И это важно. Но еще более важно в настоящее время — это та работа, которую мы ведем в области изучения, научного описания, раскрытия, введения в научный оборот нашего богатейшего культурного наследия. И, как показывают в том числе данные наукометрии, признание и социальная значимость нашей научной работы в этом направлении, как раскрывающая организация, которая раскрывает богатейшее духовное, культурное, научное наследие своей страны, представляется очень и очень значимым для реализации культурной политики в современных условиях. Дорогие коллеги, у вас будут еще другие темы, которые в том числе будут пересекаться с научной работой. Я думаю, вам будет интересно. И нам, конечно, тоже. Так что спасибо вам, всего самого доброго. Мы с вами услышали о большой, серьезной работе Российской национальной библиотеки как научно-исследовательской организации и убедились еще раз в том, что в библиотеках работают поистине умные, серьезные люди, да еще и научные исследователи. Возможно, есть какие-то вопросы, коллеги? Нет? Хорошо. Мы с вами продолжаем, и следующее выступление руководителя департамента цифровизации Российской национальной библиотеки Галеевой Ирины Салихановны и заместителя генерального директора по библиотечной работе Российской национальной библиотеки Голубцова Станислава Брониславовича. Их тема называется «Применение цифровых технологий в деятельности Российской национальной библиотеки». Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня я, Голубцов Станислав Брониславович и Ирина Салихановна Галеева расскажем вам о применении цифровых технологий в деятельности Российской национальной библиотеки. Итак, хотелось бы начать с эпиграфа, который звучит примерно следующим образом. Пункт первый: все может быть измерено. Пункт второй: если что-то невозможно измерить, смотри пункт первый. Исходя из этого мы и построили наш доклад, и исходя из этого мы и подходим к внедрению и использованию цифровых технологий в работе Российской национальной библиотеки. Значит, итак, данные. Первый вопрос: как считать? Если сравнивать объемы электронных каталогов, то у нас получается примерно схожие цифры и у нас, и зарубежных коллег. То есть Российская национальная библиотека 13 миллионов библиографических записей. Однако же существуют еще и авторитетные записи, в которых издания не описаны, но зато описаны, например, авторы. Индивидуальные или коллективные именования организаций. Это еще около миллиона, чуть меньше. Российская государственная библиотека, сравнимое количество записей. Библиотека Конгресса США, британская библиотека, национальная. Соответственно, количество записей чуть больше, но здесь можно обсуждать, собственно говоря, какие объекты каталогизируются. Ну, классический вопрос, например, подшивка газеты. Она хранится, годовая, как единица хранения, а описываться можно совершенно очень по-разному, в зависимости от тех или иных правил, принятых в той или иной стране. То есть объект хранения один, описание несколько. Это вот первый момент, на который хотелось бы обратить внимание.
то есть объем записей библиографических в электронном каталоге, объем фонда — это те цифры, которыми мы располагаем по умолчанию. Далее. Мы говорим сейчас о данных о фонде. То есть у нас существуют цифровые библиографические издания, библиографические записи, то есть это информация о книгах. Существуют метаданные цифровых копий изданий. Опять же, в практике разных библиотек это выглядит очень по-разному. Мы считаем, что то, что хранится в цифровой библиотеке, в электронной библиотеке Российской национальной библиотеки, должно быть каталогизировано и включено в электронный каталог на общем основании по тем же правилам, а собственно у нас есть национальные правила каталогизации, вот по ним. И содержание должно быть раскрыто ровно так же. Однако подходы, в том числе и в мировой практике, и в практике коллег наших, они могут несколько отличаться. То есть это второй слой. Есть еще один слой, который находится вот где-то рядом с библиографическими записями. Это информация авторитетная, нормативная. Это то, что в процессе каталогизации, научного описания тех или иных информационных ресурсов, которые мы включаем в фонд, мы получаем фактическую информацию об авторах, о тематиках, об издательствах. Соответственно, как мы с вами знаем, эти данные они включаются в авторитетные файлы в стандартном формате, в данном случае это формат Росмарк, в нашем случае для авторитетных данных. И эти данные хранятся как бы связано, но отдельно от библиографических данных. И следующий блок библиотечных данных — это, собственно говоря, сам фонд. То есть когда мы говорим о том, что мы цифруем издание, это может быть просто картинка, это, как сказать, иногда это работает, да, то есть, как правило, это работает именно. Но, в принципе, мы понимаем, что мы должны стремиться, и читатели от нас этого ждут, к датификации изданий. То есть, когда мы создаем текстовой слой, распознаем оцифрованный документ, соответственно, этот слой, он у нас является еще одним уровнем, наверное, более глобальным, библиотечных данных, которые мы для себя так определяем. Следующий слайд. Вот в качестве примера, это такой пример, который мы очень любим, и честно совершенно скажу, и даже покаюсь, стараемся как можно больше демонстрировать на разнообразных мероприятиях, немножко акцентируя по-разному акценты. Это справочный библиографический аппарат. Дело в том, что говоря о библиотечных данных, которые генерируются в библиотеке в процессе работы с фондом, собственно говоря, они формируют справочно-поисковый аппарат библиотеки. И здесь мы сталкиваемся с парадоксальной, на первый взгляд, историей, что чем больше данных, тем больше структурирования данных необходимо для того, чтобы этим фондом управлять. И здесь наша библиотека Российская национальная, она гордится тем, что наш первый директор, можно сказать, что первый директор, Оленин, он написал, по сути дела, инструкцию по каталогизации расстановки фондов, это 1809 год, опыт нового библиографического порядка для Санкт-Петербургской императорской библиотеки, и именно он предложил описывать книги не в тетради, то есть не делать каталог книжного формата, а на отдельных листах плотной бумаги. Собственно говоря, это было прообразом знакомого нам всем карточного каталога, который хорош тем, что он может пополняться в реальном времени в процессе пополнения фонда. Мы понимаем, для печатного каталога, а для каталога, который оформлен для книги или тетради, это невозможно.
технически, ну, во всяком случае, это неудобно, технически возможно, просто неудобно. Хотелось бы привести интересный пример как раз из практики Оленина. Вот эта книга из нашего фонда, и вот ее описание так, как планировалось ее описать в пособии Оленина 1809 года. 1809 года. Вот так выглядела, ну, условно говоря, библиотечная карточка в начале XIX века. Вот столько информации на ней было приведено. А вот, собственно говоря, карточка более старая из нашего каталога, это называемый каталог отделений Императорской публичной библиотеки. Он у нас сохраняется с любовью и уважением, переводится в электронную форму, понятно, что нельзя распознать, но, как вы видите, информации на нем, собственно, еще меньше. То есть практика, она несколько откорректировала теоретические построения Оленина. А вот это машиночитаемая запись, которую мы создали уже в электронном каталоге в процессе рекаталогизации вот этой старой части иностранного фонда. Это издание старое, это автор Олеус Ворниус, один из основоположников археологии. Собственно говоря, почему Оленин привел, видимо, эту книгу в качестве примера, потому что он сам любил археологию, очень этим вопросом интересовался, ему это было интересно. Обратите внимание, машиночитаемая запись здесь в формате Русмарк. Есть 540-е поле, да, перевод заглавия на русский язык. В данном случае книжка называется «Датские памятники, найденные в кромешной тьме веков». Есть тематический блок 600-е поля, индекс ББК 2 в данном случае. И есть блок интеллектуальной ответственности, это 700-е поля, вот Ворниус выделен, первичная интеллектуальная ответственность выделен цветом в этой записи. Мы видим, что данных для того, чтобы нормально управлять этой информацией в библиографической записи сейчас нужно больше, и они должны быть лучше структурированы. Значительно лучше, чем это предполагалось в традиционной карточной, книжной форме, скажем, в традиционной. Если мы с вами посмотрим на авторитетную запись, о которой я упоминал, что в процессе работы с изданием мы понимаем, что нам надо выявить сведения дополнительные о авторе. Мы с вами видим, что вот Олеус Ворниус, Оле Ворн, это датский ученый, натуралист, археолог, коллекционер, доктор медицины, это, соответственно, 17 век. Мы видим вариантные формы, обратите внимание, цветом выделены 400-е поля, это формы вариантные для этого имени. И обратите внимание, что в 800-м блоке мы указываем, где мы информацию об этом авторе искали и могли, собственно, не найти, и где нашли. И 830-е поле – это примечание, в котором, собственно говоря, указано, что Олеус Ворниус, вполне историческое лицо, автор книг, очень известный деятель скандинавский, он внезапно оказался персонажем Говарда Лавкрафта, и в качестве персонажа он был помещен Лавкрафтом в XIII век, и ему приписали перевод с греческого на латинский язык книги Некрономикон, которая сама по себе она вошла в культуру, в фэнтези, в массовую культуру. Очень часто в соцсетях на нее какие-то ссылки, но сама эта книга вымышленная.
То есть это запись в нашем авторитетном файле, которую мы сделали для того, чтобы, с одной стороны, нам проще было каталогизировать издания под авторством пользователя Wordnews, чтобы нам проще было содержательно раскрывать в каталоге издания, посвященные этому историческому деятелю, этому деятелю культуры XVII века. И, собственно говоря, мы видим с вами основа новой библиотечной информации. Это как бы оторванные, поднявшиеся над конкретным текстом, ушедшие в контекст сведения, в данном случае о конкретном человеке, который стал литературным персонажем. И если мы будем смотреть, что наши зарубежные коллеги, например, рекомендуют делать в таких случаях, они рекомендуют делать именно вот это: фиксировать, структурировать информацию, искать в разных источниках формы написания, смотреть, не является ли этот человек, персонаж, действительно персонажем художественного произведения. То есть здесь мы развиваемся в тренде. Чем больше таких структурированных записей, структурированных в правильном формате представления данных, чем больше проработка, тем в конечном счете проще работать в библиотеке, это важно, и тем больше мы с вами получаем возможности облегчить технологическую работу по, например, каталогизации, анализу новых поступлений или работе по таким методикам с другим типом изданий, которые сейчас делает, скажем, трудоем. Это вот первый аспект, это классика. Мы генерируем данные в процессе раскрытия фондов в системе каталогов картотек, и делаем мы это уже не одно столетие. Сейчас эти данные в электронной форме, если каталоги карточные конвертированы, а у нас они в основном конвертированы, были в начале 21 века, в нулевых годах, то, в принципе, мы имеем просто прекрасный корпус цифровых структурированных данных, с которым в дальнейшем можно работать либо самостоятельно, либо обособленно, либо привлекая другие корпуса данных. А вот здесь мы с вами переходим к следующему моменту. Это данные, которые генерируются в процессе обслуживания. Первое, что приходит в голову, и то, с чем мы сталкиваемся, в процессе обслуживания онлайн генерируются данные. То есть у нас есть на сайтах всех библиотек практически справочные службы. Архив их ответ – это ресурс. Рассылки, если таковые происходят. Новостные рассылки, то, что когда-то называлось избирательным распространением информации, все это тоже является данными, которые нужно сохранять, аккумулировать и, самое главное, хранить упорядоченно. И это позволяет с ними работать дальше. В частности, хотелось бы напомнить, да, что традиционно, например, в процессе каталогизации содержательный и описательный берутся картотеки методических решений, это упрощает жизнь в процессе производственной работы, но тоже является, на самом деле, очень ценным ресурсом. Виртуальные выставки, медиафайлы – это очень важный, очень интересный ресурс, который, когда мы смотрим статистику интернет-сайта, нам формирует достаточно большой трафик на сайт. Люди очень часто после этого приходят, собственно, в библиотеку физически, чтобы посмотреть интересные объекты, которые мы презентовали на сайте виртуальной. Мы, безусловно, стремимся устанавливать связь из онлайна в офлайн, то есть любое издание, которое у нас на виртуальной выставке выступает, содержит или ссылку на электронную библиотеку, чтобы просто с картинки, обрамленной текстом, наш посетитель, даже, может быть, еще не читатель, виртуальный посетитель, мог прийти в библиотеку и получить это издание, если оно не оцифровано, инициировать его оцифровку и просто получить в читальном зале, либо же получить его
в электронные библиотеки в полном тексте, уже научно описанное, там, атрибутированное, если нужно, с комментариями, и посмотреть в том разрешении, которое доступно, заменив тем самым доступ к изданию. Дальше. Очень интересная история, достаточно очевидная, но тем не менее очень важная. Для формирования вот этого корпуса данных, которые генерируются в процессе обслуживания, это, собственно говоря, сам сайт, социальные сети, это не просто их информация, это понятно, но это еще информация о том, как эту информацию просматривали посетители. Это информация о трафике. Сколько человек смотрело, как долго оставались на странице, как часто выходили, со страницы куда переходили. Например, человек переходил из виртуальной выставки, которую он нашел просто из поиска в Яндексе, скажем, в электронный каталог или нет. А если нет, то почему? Скажем, система статистики сайта, которую предоставляет Яндекс, она позволяет посмотреть тепловую карту и таким образом посмотреть в среднем пользователя, они как мышки мечутся по сайту. Ищет он кнопку «Искать» или не ищет. Если не ищет, то мы можем предполагать, по какой причине. Лог-файлы. Лог-файлы — это то, что создается программным обеспечением и автоматизированной библиотечной системой, и электронным каталогом, да, собственно, интернет-сайтом. Это может быть статистика запросов, а что еще в электронном каталоге? А чего из найденного заказывают в книговыдачу. То есть мы можем видеть сценарий, когда, скажем, студент ищет литературу в электронном каталоге, формирует список литературы для квалификационной работы, вставляет ее в список литературы, бонусом получает то, что она по ГОСТу оформлена, это классика, но при этом сами книги не заказывает и не читает. Соответственно, вот можно понять, а какое соотношение, да, запрос и книговыдача. То есть все эти данные просто создаются в процессе текущей работы операционной деятельности любой библиотеки, профильной или в области IT, или сама IT-структура, имеется в виду не люди, которые в структуре работают, а, например, сайт, интернет-сайт библиотеки, логику генерирует просто самостоятельно. Соответственно, наша задача понимать, что это важный информационный ресурс, сохранять его, потому что, скажем, по умолчанию в интернет-сайте, если просто взять любой пост, на котором библиотека, просто библиотека может размещать сайт, скажем, логи могут обновляться через неделю, потому что по умолчанию выставлена такая галочка где-то там в настройках. Соответственно, мы должны понимать, что это ресурс, он важен для аналитики, и он нам понадобится. Двигаемся дальше. Мы с вами, скажем, можем снять эту статистику и увидеть, что с 2014 по 2021 год, например, такая-то книга заказывалась 236 раз, и обратите внимание, в данном случае это издание «Анатомия человека». При этом, если у нас с вами это все внимается из электронного каталога и системы электронного заказа, собственно говоря, потому что именно так у нас это заказывается, а предметная рубрика, которую мы пишем на издания, эти известные, да, легендарные, как я это называю, рубрики Российской национальной библиотеки, авторитетный файл предметных рубрик, которые мы ведем по сути, с первой четверти 20 века, он нужен для того, чтобы читатель мог найти издание по теме, по конкретному аспекту того или иного вопроса. А здесь он нам позволяет еще загруппировать издание по тематике. Для того, чтобы оценить, а что, собственно говоря, наших читателей интересует больше. Обратите внимание, значит, две анатомии человека, причем учебника «Атлас», Петербург, гражданское право, то есть мы видим вот по умыванию частоту запросов. Учитывая, что объем наших фондов приближается к 40 миллионам,
космических приближается, да, мы понимаем, что на самом деле количество запросов на издание оно очень разное, но вот здесь мы можем понять что-то о том, что пользуется спросом наших читателей. Соответственно, посмотрев дальше на профессиональный профиль наших читателей, те, кто получил читательские билеты и с нами работает, мы можем, собственно, понять, или там так много медиков и гражданских юристов, или это какая-то операция, и нужно понимать дальше, как все это происходит. Сравнив эти данные, причем автоматически, с логами посещения сайта, можно понять, вот интерес читателей офлайн и интерес читателя онлайн сильно различается, устраивает ли нас это различие, или нам надо затачивать, скажем, какие-то мероприятия в интернет-среде, а может быть и офлайн, на то, чтобы эту разницу как-то корректировать, да, как-то сгладить. Если в этом есть необходимость, мы ее для себя зафиксируем. Двигаемся дальше. Значит, вот, если мы с вами, да, вот мы говорили предметные рубрики, если мы с вами посмотрим график, который на основании анализа данных составлен по предметным рубрикам, мы видим, что у нас значительная доля изданий, обратите внимание на графики, она, собственно, есть медицина, есть искусство, public relations, реклама, языкознание. И это нам позволяет, грубо говоря, по самым общим единицам деления понять интерес фондов читателей, которые эти издания запрашивают. Это достаточно банальная история, но тут есть небольшая хитрость. Дело в том, что мы говорим о предметных рубриках. В отличие, как мы с вами знаем, от любой классификационной системы, предметные рубрики позволяют выделить не только предмет изучения, но и его аспекты. При этом аспекты уточняют друг друга. То есть в данном случае мы видим статистику, на самом деле, которую можно получить из электронного каталога, информацию об электронном заказе издания, даже тогда, когда у вас библиографические записи имеют только индексы ВБК, может быть даже индексы ВБК основного ряда, типовых делений, их планов расположения, они развернуты. Если перед нами стоит задача такая, с помощью предметных рубрик мы можем понять, например, какие аспекты детских игрушек и детской литературы, то есть два предмета, две предметные рубрики, интересны нашим читателям. Например, продажа – это один из подзаголовков предметной рубрики тематических. Продажа. Да, детская литература – продажа. К примеру, детские игрушки – продажа. Или их интересует использование детской литературы и детских игрушек в преподавании, скажем, иностранного языка детям. То есть, чем более детально у нас информация заложена в электронный каталог, тем больше у нас возможностей не только дать читателям возможность найти то, что они хотят, и получить эту литературу, или найти то, чего они не хотят, но и снимать статистику, которая нам нужна для дальнейшей, собственно говоря, работы с пулом наших читателей. То, о чем я говорил, настройка обслуживания целевой аудитории. То есть мы понимаем, что 40% изданий стоп-100 наших запрашиваемых – это учебники. И при этом мы видим, что основной поток читателей, мы это видим, грубо говоря, из другого ресурса статистического. Мы видим, что основной поток наших читателей, которые посещают новое здание Российской национальной библиотеки для информации, новое здание, оно уже не новое, мы давно там работаем, мы Московский проспект, напротив Парка Победы, рядом студенческий городок. Предположить это можно, когда мы будем говорить о геомаркетинге, его возможностях в использовании, разработке библиотеки, я об этом
скажу. Но пока мы даже на статистике видим, да, это очевидно, рядом стоит городок, но они могли бы проходить мимо, однако этого не происходит, к счастью. И это студенты, гуманитарии, студенты-медики и юристы. И юристы. На самом деле, это та информация, с которой мы дальше можем взаимодействовать, например, работая с информацией, которую мы доводим через мероприятие до студентов. Мы можем, исходя из этого знания, работать с выставками, мы можем, исходя из этого знания, устраивать культурные мероприятия, и это позволит нам попасть в целевую аудиторию максимально эффективно. Что важно отметить? Важно отметить, что получение информации о целевой аудитории, взаимодействие с целевой аудиторией, активная настройка деятельности на целевую аудиторию, она совершенно не должна замыкаться с теми данными, которые мы либо генерируем в процессе формирования фондов, либо имеем в процессе оцифровки фондов, либо имеем в процессе обслуживания читателей в режиме реального времени. Посмотрим, как это принято говорить, сейчас на кейс, на пример, мне больше нравится слово пример, достаточно простой и банальный. Например, когда мы с вами смотрим на топ-100 изданий в электронной библиотеке Российской национальной библиотеки, в нашей электронной библиотеке, мы видим, что лидирует, прямо лидирует адресная справочная книга «Весь Петроград», «Весь Петербург». Собственно говоря, мы это видим на слайде наверху. Почему так происходит? Мы можем начать говорить о том, что это специфика аудитории, она изучает это, и мы в Петербурге. Это будет в чем-то правильно. Но давайте посмотрим, откуда на электронную библиотеку приходит читатель. Мы вводим запрос «Весь Петроград» в Яндексе. Да, мы находимся в Петербурге, это регион Петербург, поисковый регион Яндекса. И мы видим, что первое, что находится, собственно говоря, это вот ссылка на интерактивное отправление. Это заиндексировано роботом-поисковиком Яндекса. Вот «Весь Петроград» на 1917 год. Запрос «Весь Петроград» и 1917 год. Далее мы идем в сервис статистики Яндекса wordstat.yandex.ru и видим, сколько же человек в Яндексе ищет за месяц, собственно говоря, в «Весь Петроград», и видим 52 тысячи человек. То есть на самом деле, понимая источники трафика и понимая вот эту статистику, мы с вами понимаем, собственно говоря, мы по ней, вот как это работает, да, посещаемость в электронной библиотеке этого ресурса, откуда там берутся те, кто ее читают, мы понимаем, что 52 тысячи – это максимум в месяц приходит, скажем, из запроса на Яндекс. Соответственно, из других поисковиков, из ссылок в соцсетях, кто-то просто знает о том, что есть эти издания, однако, очевидно, новые посетители приходят в это время. То есть мы здесь видим, что интерпретация данных без сверки с наружными данными, она, собственно говоря, не будет полна. Здесь мы видим, что она полна. Двигаемся дальше. Тематическая структура спроса. Если мы сравним онлайн и офлайн, то мы, собственно говоря, видим, да, искусство, культура офлайн, государство и право, медицина, языкознание, public relations. Это офлайн. Если мы говорим о тематической структуре спроса онлайн, то мы видим, что это авторефераты, журналы, материалы по истории России, газеты,
То есть картина, она типа рядовая, в данном случае не тематическая, но здесь мы сталкиваемся с интересной дилеммой. Дилемма заключается в следующем. Когда мы видим, что, скажем, авторефераты запрашивают диссертации, запрашивают очень часто, это можно, с одной стороны, да, предположить, что они в офлайне пользуются спросом, однако этого нет. Почему? Потому что коллекция пользуется спросом, онлайн-коллекция, за счет просто большого количества изданий в ней. Вот, коллекция материалов по истории России, газеты и журналы включает в себя цифровые копии изданий, изданных до 30-х годов. Значит, а коллекция авторефератов это 300 тысяч названий, соответственно, с 50-х годов 20 века и до 10-х, и пополняется она и дальше. И понятно, что здесь еще есть очень важный момент, мы сейчас немножко останемся на этом слайде. Момент в чем? Важна интерпретация. Я об этом регулярно говорю и слушателям наших учебных мероприятий, которые проходят в Российской национальной библиотеке. Мы можем по-разному относиться, например, наша точка зрения может отличаться от точки зрения Яндекса. Например, поисковик в статистике, он считает как? Если пользователь пришел на страницу и очень быстро с нее ушел, поисковик, скажем, Яндекс, интерпретирует ее как отказ, если там, секунду считает. Это значит, что на этой странице нет ценной информации для человека. Да? То есть анализируются поведенческие факторы поведения человека на сайте. И если, скажем, Яндекс понимает, что на сайте таких страниц много, он считает, что это качество сайта всего, оно не очень хорошее, люди мало смотрят странички, недолго в них погружаются. Теперь представим сценарий библиотечный. Я читатель, я зашел в электронный каталог, провел поиск, получил выбор, теперь открываю карточки, щелк-щелк-щелк изданий и быстро принимаю решение для себя. Либо складываю в заказ электронный, который я, собственно, сделаю, да, под своим аккаунтом, я в нем сижу. Или я закрываю эту страничку, потому что издание, исходя из, я понял написание, рубрики, там, аннотации, если есть, индексы поисковые, понял, мне это не нужно. Это вот попало в поиск, но на самом деле это поисковый шум. То есть, чем быстрее читатель примет решение о том, что это ему не нужно, и он закрывает страницу, тем как бы лучше мы работаем. Да? То есть мы не отрываем времени у читателя. Высокий профессионализм, это действительно так. Таким образом, точка зрения на качество информации у поставщика трафика, в данном случае у поисковика, и на того, кто, собственно, этот трафик обслуживает, обеспечивает данными и обслуживанием, то есть библиотеками, сильно различается, это любопытно. Далее, что мы можем смотреть? Мы можем, например, взять некий массив читателей, вот мы, так сказать, некий взяли, и получить статистические данные. То есть, скажем, мы можем посмотреть среднее время, проведенное читателями в библиотеке, и посмотреть, сколько в библиотеке проводит время читатель, который пришел только один раз и больше, например, не приходил. Мы с вами увидим на самом деле очень большую разницу между средним количеством времени, проведенным читателями, которые ходят регулярно, и теми, кто пришел один раз. И вот здесь сразу возникает вопрос. Коллеги, а если мы видим вот такую историю, а она на самом деле разница почти в 2 раза с каждым из случаев, да, а может быть нам надо предпринимать усилия, чтобы количество времени, предположим, да, вот первое, что приходит в голову, как сделать так, чтобы читатель ходил регулярно. Мы видим, тот, кто мало в первый раз провел времени, он не приходит. Тот, кто больше, тот начинает ходить регулярно. Может быть, нам надо его удержать внимание клиента-потребителя, и вот эти цифры мы с вами можем получать. Мы с вами часть этих цифр увидели на слайде. Это можно получить и интегрировать эти данные для принятия решений, в том числе и управленческих, для формирования тематических планов, выставочных видов, в конце концов, с помощью библиотеки.
Вот мы с вами обсудили несколько вопросов, а дальше, собственно, исходя вот из приведенных примеров, они достаточно очевидны для всех нас, да, для профессионального сообщества, собственно, имеет смысл сформулировать 3 ключевых вопроса. Для каких целей вот данные, которые мы накапливаем, мы приводили несколько примеров, но они не закончены, применять, что нам нужно для того, чтобы эти данные собирать и хранить. Это и вопросы методическо-инструктивного характера, это и вопросы ресурсов и оборудования. Да? И дальше следующий вопрос, какие метрики, то есть какие цифровые параметры мы с вами хотели бы формировать на основе анализа этих данных. И, собственно говоря, как, по какому алгоритму эти метрики обсчитывать. При этом мы с вами понимаем, что мы можем не до конца использовать и данные, связанные с информацией, которую мы могли бы получать. Например, мы можем цифровизовать физическое пространство библиотеки так, например, как это происходит в торговых центрах. Сколько человек прошло, сколько человек вошло в зал, сколько человек задержалось у витрины, прошу прощения, выставки, или прошли не задерживаясь, это один аспект цифровизации пространства для библиотеки. А второй аспект, это вот интересная штука, есть такое направление, называется оно геомаркетинг. Это когда мы с вами, например, выбираем место, где у нас будет арендовано помещение для размещения какого-нибудь там магазина, торгового, да. То есть как там ходят люди. Вот я обратился к нескольким сервисам в бесплатном режиме, и в качестве точки, которая мне интересна, я указал, собственно говоря, наше то самое новое здание, о котором мы уже говорили, на Московском проспекте. Что мы видим? Что в радиусе 500 метров постоянно проживает почти 12 тысяч человек, какие есть остановки, насколько далеки пешеходные переходы, где парковка, сколько парковок, насколько близко, где метро. Вот внизу слева на слайде вы видите, что даже обычная социальная сеть, я в данном случае взял ВКонтакте, она может предоставить фактические сведения о том, например, сколько человек рядом с нашей библиотекой живет, сколько работает, сколько перемещается. Вот здесь, например, да, в радиусе 2 километра я поставил точку на карте, вот 35 тысяч человек. То есть в радиусе 500 метров живет 11-12 тысяч человек, в радиусе 2 километров, там парк рядом огромный, Московский парк Победы, прекрасный, 35 тысяч человек. Если поиграть с настройками, можно понять, сколько из них с высшим образованием, со средним, кто учится, кто получает это, обсчитает контракт, эту информацию можем использовать для того, чтобы понять, а проходимость какая, если мы обсуждаем, например, проходимость. Далее. На основании этих данных мы можем формировать и планируем это делать, трекинг и навигацию в режиме реального времени в помещениях библиотеки. Мы можем построить тематические маршруты по точкам, это работает, мы можем анализировать просто перемещение посетителей. И, безусловно, это прекрасный инструмент для помощи людям с ограниченными возможностями. Распознавание речи, адаптационные интерфейсы – это то, что востребовано всегда, и нам нужно работать в этом направлении. Значит, метрики. Собственно говоря, что должно формироваться? Общее количество читателей в отчетный период, показатели отказов, те, кто быстро покидает библиотеку, мы понимаем, почему для нас это вопрос, который нужно как-то решить. Глубина погружения, это заинтересованность в ресурсах, время, проведенное в библиотеке, уровень вовлеченности, степень возврата пользователей и коэффициент оттока, да, то есть как часто обновляется, кто-то уходит, кто-то приходит, то есть это метрики, они достаточно стандартные для оценки, но тем не менее мы ими можем пользоваться.
Мы можем взять метрики внутренней эффективности и оценивать свою работу так, и корректировать работу, чтобы эти метрики были выше, лучше, чтобы они росли. Конвертирование из онлайн в офлайн, органический трафик — это те, кто приходит, например, на сайт из поиска, не потому что мы какую-то рекламную кампанию проводим. Коэффициент закрытия лидов — это птичий язык, он из коммерческой жизни. На самом деле он говорит о чем? Есть обращение и насколько это обращение удовлетворено. Лид — это заказ, да, который поступил, и, соответственно, там, как работает с заказчиком. Для нас каждый читатель, условно говоря, да, не говорит, что он коммерческий заказчик, но он заказчик, ему что-то нужно, обслуживание, информация, данные, мы ему это предоставляем. Частота запросов, средний промежуток времени между посещениями, конкретное предложение, которое мы делаем, ну, например, выставка, да, экскурсионная деятельность, сколько предложений это навстречу, да, проведите экскурсию, вот это наше предложение выставки. То есть все это может собираться автоматически и таким образом же автоматически исследовать. Как считать? Это тоже очень важный вопрос. Как собираем данные, какие данные мы собираем и для чего мы это делаем. Соответственно, те объекты, которые мы учитываем, которые формируются именно поведением читателей, общее количество читателей, постоянно отказы, кто ушел, и время, проведенное в библиотеке. Очевидно так. Далее, часть этих данных собирается в процессе обслуживания онлайн. Мы здесь видим, собственно говоря, наш сайт Российской национальной библиотеки и интерфейс электронной библиотеки, где есть новинки, выставка новых поступлений, где собраны коллекции. И вся эта деятельность, она позволяет так или иначе либо читателям активно действовать, мы эту информацию снимаем, либо же мы понимаем, что вот это расположение материала, подача материала, эти тематики не очень интересны, и надо их пересмотреть. Наши материалы интересны, мы видим динамику роста за 22 год, я тоже подрастаю, как видите, без существенных провалов. Рост, ну понятно, в пандемический период, когда люди сидели по домам, мы применяли разнообразные интересные штуки, если скучные, нервно, да, давайте гадать по гадательным книгам XVIII века, вот они в нашей электронной библиотеке, то вы видите, что кривая стала круче, динамика положительная, она выросла. С одной стороны здорово, с другой стороны это для нас показатель, что делали мы все для того, чтобы динамика была всегда вот такая, без горизонтальных участков, мы все делали правильно. Потому что это, конечно, тоже данные, которые мы анализируем, но уже постфактум. То есть понять, что пошло не так, мы узнаем только тогда, когда оно уже пошло. А чтобы оно шло правильно, надо анализировать. Надо анализировать. Вот. В электронной библиотеке мы видим распределение авторефераты диссертаций, плакаты, газеты, книги, журналы. Ну вот за счет огромного количества авторефератов и как бы очень четкие привязки к тематикам научным, формулировкам тем, собственно, в самих рефератах и описаниях, мы понимаем, что они просто чаще ищутся, хотя на языке поисковых систем это называлось низкочастотными запросами. Их много, но каждый из рефератов спрашивается, конечно, не так часто. Если мы с вами посмотрим на коллекции электронной библиотеки, на сгруппированные по тематическому, хронологическому, какого-то признаку формы, например, издания, мы видим, что электронная библиотека сгруппирована вот так, и, конечно, это тоже позволяет читателю ориентироваться в изданиях и представляет то, что в электронной библиотеке есть.
Это очень важная визуализация того, что хранится. Потому что, конечно, мы сейчас понимаем, что когда читатель видит окно, где написано в виде запроса «нажми кнопку «Найти», он не понимает, как много работы, как много труда и как много данных находится там, вот за окошечком поиска. Хотелось бы в качестве опыта очень положительного и чрезвычайно важного и для нас, как для участников, и для страны в целом, для нашей Родины, это работа в проекте по оцифровке и включению изданий в Национальную электронную библиотеку в НЭП в рамках национального проекта «Культура». Это федеральный проект «Цифровая культура». Значит, избранные памятники, разнообразные издания, в данном случае мы видим вот Елизаветградское Евангелие, это то, что позволяет читателю ознакомиться с теми редкостями, раритетами, униками, к которым он, наверное, офлайн никогда бы и не обратился просто по причине редкости, ценности, ограничений использования с точки зрения сохранности. Это очень важная, очень ценная практика, опыт. И раздел «Национальная электронная библиотека. Книжные памятники» мы видим, как он книжные памятники, как он прирастает по годам. 2019 года очень важная, очень ценная инициатива. Мы тут работаем совместно с коллегами и с Российской государственной библиотекой, и с другими библиотеками, и с участниками. Это позволяет представлять читателю в цифре, онлайн, интересно, доступно, понятно и зрелищно книжные памятники. И динамика группировки, как вы видите, достаточно хорошая. В НЭП книжные памятники применяются как хронологические критерии, то есть что такое книжный памятник, это 18 века в первых описанные издания. Все экземпляры печатных изданий до 1730 года, но есть социально-ценностный критерий. Это издания, которые, может быть, и младше, но обладают выдающейся духовной материальной ценностью, особо в историческом, научно-культурном значении. То есть, в принципе, есть возможность, она есть. Мы развиваемся в этом направлении, мы активно работаем, чтобы собрать пул вот таких изданий в цифре, в хорошем разрешении и дать доступ читателям. Вот в 19 веке, прошу прощения, коллеги, да, в 2019 году распределение работы было вот такое, в 2020 году оно было вот такое, то есть участвуют уже, как вы видите, другие библиотеки, не только Российская государственная, Российская национальная библиотека. В 2021 году региональные библиотеки количество увеличилось. То есть это такое вот всероссийское, я бы сказал, всенародное дело сохранения оцифровки книжных памятников и доведения их через цифру до всего населения нашей страны, с одной стороны, да, но и до всего мира, потому что трансляция российской культуры, российских ценностей, духовно-нравственных ценностей через книжные памятники – это задача, которая перед нами стоит и стоит особенно остро, учитывая непростую геополитическую обстановку и нашу миссию культурную. Мы видим, как выглядит это представление книжного памятника в электронной библиотеке нашей. Можно ознакомиться с аннотацией, ознакомиться с полным текстом, ознакомиться с полным научным описанием издания. Очень развернутая аннотация, ее пишут исследователи, наши сотрудники, которые с книжными памятниками работают, кандидаты, доктора наук, необходимо, да, это уточнить, то есть именно научное описание, это очень важно.
собственно говоря, в НЭП книжные памятники, более 34 тысяч объектов, 18 тематических разделов, они перечислены на экране, и в 2022 году еще раздел добавится, структура всегда пополняется с каждым годом, в зависимости от того, какой материал отражен, и Российская национальная библиотека в этом участвует, работает. Это очень большая, очень важная, существенная работа. Если мы посмотрим на статистику посещения, ну, собственно говоря, да, вот статистику, собственно говоря, раздела НЭП «Книжные памятники», мы увидим, как посещается эта страница, сколько человек просматривает, увидим пики, которые связаны с какими-то акциями, с продвижением, с пополнением этого раздела, с изменением навигации, то есть с какими-то обстоятельствами. И эти данные, они позволяют нам понять, насколько этот раздел интересен нам всем, да, участникам профессионального сообщества. И вот эти данные, которые визуально снимаются в процессе работы сервиса, они парадоксальным образом важны, хотя это и не странно, да, и позволяют сделать его еще лучше, это важно. Здесь мы видим статистику языков посетителей, соответственно, как прирастают новые посетители из разных стран. Такие языки для них являются родными. Как изменяется их количество? То есть, понятно, в данном случае Россия, английский язык, но как бы и не только. Соответственно, если говорить о статистике просмотра работы с книжными памятниками, мы с вами видим, как пользуются спросом те или иные издания в тематических рубриках. Ну, вот в данном случае 16 тысяч просмотров страниц — это славяно-русские рукописные книги. Потом географические карты, очень зрелищная история. Славянская кириллическая книга — 6,5 тысяч просмотров. То есть статистику мы получаем, мы ее видим, ее видят наши коллеги, и мы, исходя из этого, можем видеть, что вызывает интерес читателя. Соответственно, самым популярным изданием в 2021 году это «Стебили» Семена Ремезова, 1701 год, Российская государственная библиотека. Сборник слов и поучений, соответственно, Российская национальная библиотека. И Елизавета Градская Евангелие, конец 17-го, начало 17 века, Российская государственная библиотека, 4300. То есть размещенные материалы позволяют нам понять, что интересно, и корректировать свое предложение дальше по выполнению. Иногда это издания, которые ценны для понимания исторического момента, специфика. Вот, например, Владимир Ильич Маяковский, взяв под обстрел Грязи заразу, поход со здоровья, двинулся разом. Есть возможность открыть цифровую копию, посмотреть сведения о документе. Вот издание 43. Это экзаменационный материал. Вот 6-томный трактат «Хирургия» на странице раздела НЭП «Книжные памятники. Практическое руководство по операциям». Это итальянский врач. Издание, которое можно посмотреть в онлайн любому читателю из любой библиотеки, из дома, с телефона, и на самом деле это то, что недоступно было читателю до недавнего времени. Вот
1943 год, призывы «Ленинградская коллекция», так называемая, призывы, плакаты, которые печатались плакатом в Ленинграде, для нас это очень важный момент, очень ценный, просто потому, что мы находимся в Санкт-Петербурге, и плакатная коллекция, издание плакатного города находится у нас, в наших фондах. Мы это все описали и вот представили всем, очень интересно. 43-й год, блокада, но тем не менее вот, заразного больного отправьте немедленно в больницу. Борьба с эпидемией в блокадном Ленинграде. Вот еще один пример, 42-й год, типография Володарского, издательство тоже вот призыв, собственно, здесь памятники есть. Это такие, так сказать, свидетели эпохи, которые нужно знать, нужно видеть, и читателям надо дать возможность работать с этим изданием. Другой пример книжного памятника, оцифрованный, Марсова книга воинских дел от войск Царского Величества Российского, 1713 год. Это, соответственно, сборник увеличения военных действий, реляции, военные реляции и ежедневные журналы по победах русских войск в Северной войне. Оцифровано. То есть это те ресурсы, которые мы совместно с нашими коллегами в рамках проекта «Книжные памятники» делаем доступными. А здесь возникает очень важный момент, на который тоже хотел бы обратить внимание, это библиотеки, хранители фактов. Поэтому они очень хорошая платформа и цифровая, в том числе для факт-чекинга. Как это было? Было ли это так или иначе? Что написано в журнале «Реляции» под этим днем? То, что мы в процессе цифровизации, цифровой трансформации делаем доступным широкому кругу читателей и не только в нашей стране. Вот, пожалуйста, топ-100, один из самых спрашиваемых, это разговор адмирала с капитаном о команде, 1724 год, в форме вопросов и ответов. Это вот сведения по морским вопросам, плаванию, эволюции корабля, то есть что должен знать морской офицер вот в такой вот форме. Вопрос-ответ от адмирала. Интересная форма. Соответственно, киевская псалтырь, выдающийся памятник каллиграфии и живописи, 1397 тоже топ-100. Зерцало, честное зерцало юности, известнейшее, на которое все ссылаются во всех учебниках, да, там мемы какие-то в интернете ходят. Третье издание юности честного зерцала, которое говорил Бужинский, составил, вот полный текст, доступен, входит в топ-100 по просмотру. «Путешествие Гулливеровы» — это первое издание на русском языке книги Джонатана Свифта, переведена с французского переводчиком Государственной коллегии иностранных дел. Обратите внимание, 1772 год. То есть это те источники, это те материалы, которые, с одной стороны, могут быть вполне известны исследователям, авторам учебников, но при этом есть возможность к ним обратиться, прочитать, в данном случае с аннотациями развернутыми, с комментариями. Это очень важная история. Когда мы рассматриваем библиотеки как источник доступа к фактической, выверенной, достоверной первичной информации. Ну и, соответственно, несколько слов по цифровой трансформации. Здесь я бы хотел предоставить слово моему соавтору, Елизавете Галеевой. Вот, я ее попрошу занять мое место. Елизавета, прошу. Добрый день, уважаемые коллеги. Так,
Цифровая трансформация. Значит, работа по цифровой трансформации библиотек у нас ведется согласно двум документам. Первый основополагающий документ – это указ президента, это стратегия развития информационного общества Российской Федерации до 2030 года, утвержденная указом президента. И здесь в стратегии как раз рассматриваются направления развития различных технологий, и сети связи, и робототехника, и радиоэлектроника, информационная безопасность. Собственно говоря, наша цифровая трансформация библиотечного происходит точно так же. Да? И второе основополагающее наш документ – это стратегия развития библиотечного дела Российской Федерации до 2030 года. Мы работаем по этим двум основополагающим документам. Так, основные задачи. Для чего мы делаем нашу трансформируемся в цифру? Для того, чтобы повысить качество и измеримость доступности оказания услуг, сформировать новую инфраструктуру, привлечь новых читателей. Собственно говоря, этим самым мы повысим статус библиотек и ее сотрудников. Так, концепция цифровой трансформации Российской национальной библиотеки немножко пару слов. Основные процессы нашей библиотеки, они все уже не только прошли стадию автоматизации, но уже, собственно говоря, проходят, постоянно оптимизируются, в общем, уже дошли до стадии цифровизации. Направления будут проходить так. Структура, сервис и синергия. Таким образом, мы трансформируемся и станем лучше. Структура. Структура – это и организационная структура предприятия, в данном случае библиотека, и структура данных. Если говорить о организационной структуре, то здесь все просто. Структура же данных – это те данные, про которые вам говорил Станислав Станиславович. В первую очередь, это библиотечные данные. Они должны улучшаться, качественно повышать. Сервис. Вот несколько направлений, по которым мы будем улучшать свои сервисы библиотечные. Это, конечно, поддержка развития официальных сайтов РНБ, как без этого. Электронная книговыдача. Электронная книговыдача у нас проходит через интерфейс электронного каталога. Сейчас у нас доступно для электронной книговыдачи 79% изданий из 12 фондов различных социальных залов. Затем онлайн-магазин, который мы хотим развивать. Сейчас у нас в некотором зачаточном состоянии. Мы его хотим развить и сделать полноценным, чтобы там можно было заказывать электронные копии изданий и получать, чтобы читатели оставляли заказы на биографические услуги и так далее, и так далее. Мы могли покупать книги в нашем издательстве. То, что сейчас делается в разных точках нашего сайта, мы хотим все собрать в одну точку в онлайн-магазине. Следующий интересный сервис – контролируемый цифровой абонемент. Он как раз направлен скорее на взаимодействие с библиотеками различными. Собственно говоря, это аналог нашего аналогового абонемента межбиблиотечного, но в цифровой среде. Нами уже проработано этот сервис, и уже даже есть удачный опыт взаимодействия с другими библиотеками. Вот. И еще одна из интересных штук, которую мы хотим внедрить у нас, это мобильное приложение разработать. Не только электронная библиотека, чтобы была там, но вообще мобильное приложение, вспомним название «Тепличка онлайн», где читатель может прийти, поискать электронный каталог, тут же заказать книги, ему в приложении придет сообщение, как в интернет-банке, да, книга вас ждет на полке, и, собственно говоря, вот сделать такую достаточно удобную, как мне кажется, сервис для наших читателей. Ну и, конечно, развитие сервисов для читателей, оно не может проходить без развития каких-то внутренних цифровых процессов в библиотеке. Два таких взаимосвязанных процесса. Синергия – это взаимодействие, которое позволяет нам выходить на более высокий уровень. И здесь не только в
внутри библиотечного взаимодействия, то есть все подразделения должны работать как одна команда. То есть цифровая трансформация — это не то, что делают айтишники, а все остальные библиотекари сидят и смотрят, наблюдают со стороны. Нет, это, собственно говоря, такой процесс взаимодействия друг с другом, да, внутри библиотеки. IT-подразделения помогают библиотечным подразделениям выходить на качество нового уровня. Ну, точно так же, как и межбиблиотечное взаимодействие должно проходить совместно с другими библиотеками. Это и цифровой абонемент, это различные межбиблиотечные проекты, такие как НЭП, книжные памятники, другие проекты. То есть все это вместе нам позволит, собственно говоря, зачем мы вообще затеваем цифровую трансформацию? Для того, чтобы предоставлять читателям максимально возможные сервисы, к которым они привыкли в нашей обычной жизни. Да, мы с вами живем сейчас в телефоне, на все ушло в цифру, и библиотеки, конечно, тоже должны присутствовать в нашей повседневной цифровой жизни. Вот, и общий ожидаемый эффект, собственно говоря, вот мы планировали для себя, это создание библиографической экосистемы, перекрестные ссылки, возможности контекстного поиска, а в ряде случаев создание цифрового и полнотекстового поиска. Ну, собственно говоря, все это позволит превратить сайт электронный каталог РНД в удобный инструмент для работы в научных учебных целях, что в целом повысит раскрываемость наших книг и качественную видение читателей и позволит увеличить даже монетизацию предоставления библиотечных услуг. Никто у нас не снимает задачи, хотя бы что-то монетизировать. Ну вот, собственно говоря, спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. До свидания. Мы с вами заслушали очень интересный, я считаю, доклад наших коллег из Российской национальной библиотеки Ирины Салиховны и Станислава Брониславовича о применении цифровых технологий в Российской национальной библиотеке. Что-то мы тоже применяем, к чему-то мы стремимся еще только. Возможно, коллеги, есть какие-то вопросы, можно их задать. У нас коллеги в Российской национальной библиотеке слышат, можно спросить, подумайте. Хорошо. Сейчас у нас объявляется перерыв до 13 часов. И в 13 часов нас ждет еще 3 интереснейших лекции наших коллег из Российской национальной библиотеки. Будем вас ждать. Пожалуйста, приходите. Спасибо вам огромное.
посадим поближе, да, чтобы было как-то получше у нас. Я писала в чате, что все. Так, коллеги, еще раз здравствуйте. Мы продолжаем. Вторая часть первого дня Дней Российской национальной библиотеки в Сыктывкаре. Коллеги, надеюсь, будут еще подходить постепенно. И первое послеобеденное выступление у Галеевой Ирины Сарихановны, руководителя департамента цифровизации Российской национальной библиотеки. Тема ее выступления – электронные коллекции Российской национальной библиотеки, состав документов в коллекциях, методика поиска. Добрый день, уважаемые коллеги. Уже почти живьем. Первый раз запись сейчас. Уже так. Мой доклад был посвящен электронным коллекциям в электронной библиотеке РНБ, состав документов, методика поиска. Немножечко истории. Первая электронная библиотека в мире появилась в 1971 году. Это был проект Гутенберг. Первая книга, вообще появившаяся в цифровом виде, это была Декларация независимости. Потом уже в 90-е годы первая библиотека на русском языке в зоне ВЛЭТа, это знакомая всем библиотека Максима Машкова. Ну а вот в 2000 году появилась библиотека РНБ электронная. Появилась она в результате проекта библиотеки Конгресса «Встречи на границах». Вот несколько интерфейсов мы пережили. Вот. И теперь выглядим вот так. С одной стороны, слева вы видите официальный сайт Российской национальной библиотеки, справа интерфейс электронной библиотеки РНБ. Итак, значит, пополняется наша библиотека постоянно. Вы видите, нет никаких спадов, одни взлеты, ровный прямой, мы выходим скоро в космос. Сейчас вернее так, сейчас в электронной библиотеке РНБ насчитывается больше 800 тысяч изданий. Из них по составу вы видите чуть меньше половины это авторефераты диссертаций. Большой массив составляют газеты, потом журналы, книги, листовой материал. Так, объем электронной книговыдачи по видам изданий. Опять же, вы видите, что лидирует у нас коллекция авторефератов за счет того, что она очень многочисленная. На самом деле, конечно, авторефератов спрашивают намного меньше, но за счет количества она все равно выходит на первое место по электронной книговыдаче. Потом, опять же, книги, периодические издания. Коллекции электронной библиотеки РНБ. Значит, у нас их больше, чем 22, но я отобрала самые интересные, самые, пожалуй, про которые нужно знать. Коллекция 1917 год от февраля к октябрю. Мы собрали там газеты, листовки, изографические материалы, выходившие в Российской империи в 17 году, в период между февральской и октябрьской революцией. Очень интересный массив исторический. Авторефераты. Входит в коллекцию более 300 тысяч названий авторефератов кандидатских и докторских диссертаций по всей номенклатуре специальностей, утвержденной Высшей аттестационной комиссией в аналогических рамках с 1950-х годов до 2010-х. Коллекция библиографических указателей включает в себя наиболее ценные и редкие библиографические пособия, изданные до 1940 года.
Епархиальные ведомости. Нужно сказать, что у нас в РНБ самая полная в России коллекция годовых комплектов епархиальных ведомостей, и уже лет 10, как мы цифруем эту коллекцию, и конец уже близок. Порядка сейчас около 90% мы оцифровали епархии, так что вот можно пользоваться, очень хороший такой ресурс. Законодательные акты Российской империи включают в себя как полное собрание законов Российской империи, так и не вошедшие в полное собрание законов законодательные акты времен Петра I, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Коллекция изографических материалов включает в себя фотографии, стампы, открытки, плакаты, объединенные темой «История России». Это и портреты видных государственных деятелей, изображение жизни и быта русского народа, промышленность, военное дело. Иностранный книжный фонд – это то, что мы называем у себя полиграфией Росика. Это книги, вышедшие на иностранных языках, либо о России, либо просто вышедшие за пределами России. Такая интересная, не очень большая, но уникальная коллекция по своему составу. Коллекция картографических материалов включает в себя русские карты и атласы XVIII века, планы Санкт-Петербурга, планы городов и губерний России, карты территории Сибири, Дальнего Востока, Аляски. Собственно говоря, вот эта коллекция послужила тогда с самого начала электронной библиотеки «Встречи на границах». Это был в основном картографический материал, посвященный как раз Сибири и Аляске. Книжные памятники РНБ. В эту коллекцию входят не только издания, участвующие, вошедшие в проект «Книжные памятники Национальной электронной библиотеки», но и то, что мы цифровали до того, все издания, ушедшие в Российской империи до 1825 года, у нас тоже включены в эту коллекцию. Уникальная коллекция «Ленинград в Великой Отечественной войне». У нас существует она в аналоговом бумажном виде во время блокады, самые тяжелые и страшные годы. Библиотекари Российской государственной публичной библиотеки тогда ходили по заводам, по организациям, ходили на улицах, собирали афиши, плакаты, книги, вышедшие в этот период. А когда начался проект «Книжные памятники», всю эту коллекцию мы оцифровали, и теперь эти уникальные документы, памятники времени, они присутствуют и в электронном виде, можно их все посмотреть, почитать. Дальше я немножечко расскажу об этой коллекции. Листовки. Такая хорошая, интересная коллекция, где мы собрали все листовки, хранящиеся в наших фондах. Это листовки и красных, и белых, и времен Февральской революции, и листовки, выходившие на территориях антибольшевистских правительств Поволжья, Урала, Сибири, Севера России. То есть такая достаточно уникальная коллекция артефактов времен Гражданской войны. Материалы по истории России, ну, тут, в общем, все понятно, документы на русском языке по истории России, охватывающий период как до 17 года, так и немного после. Материалы по административно-территориальному, военно-административному делению, списки военных и гражданских чинов, адрес календарей с росписью должностных лиц, статистические данные народонаселения и так далее. Коллекция национальной литературы включает в себя дореволюционные издания и издания первых лет советской власти, где-то до 30-х годов, издания на финно-угорских языках, на языках малочисленных народов Севера Сибири, прибалтийских народов, кавказских, такая небольшая, но тоже достаточно уникальная и интересная коллекция. Коллекция нормативно-технические и технические документы, заглавие говорит само за себя. В электронную коллекцию отражены издания из фондов нормативно-технических документов библиотеки, входят стандарты, государственные, отраслевые, общесоюзные, санпины, технические условия, регламенты. Хронологические рамки этой коллекции охватывают период с начала 20 века по 21 век. Нотные издания и аудиозаписи. Понятно, что тут тоже все включает в себя классические произведения русских и западноевропейских композиторов, музыкальный фольклор народов России и мира, русская духовная музыка. Памятные книжки губернии Российской империи, уникальная коллекция, которая у нас тоже существует в бумажном виде, самая полная на территории Российской Федерации. И вся эта коллекция оцифрована и даже больше, потому что мы собираем и лакуем в электронном виде, пополняем эту коллекцию, так что можно сказать, что памятные книжки губернии Российской империи у нас представлены
очень хорошо. Значит, порядка 88 губерний, в каждой из них существовал свой статистический комитет. И, собственно говоря, вот все издания где-то с 1830-х годов до 1917 года представлены в этой коллекции в цифровом виде. Периодические издания, понятно, это газеты и журналы дореволюционного советского периода. В эту же коллекцию входят журналы мод, очень интересный и спрашиваемый ресурс. Планета РНБ под таким названием мы собрали все издания, которые относятся как к истории Российской национальной библиотеки, так и произведения, созданные сотрудниками библиотеки и вышедшие в издательстве Российской национальной библиотеки. Редкая книга коллекция включает в себя книги и фрагменты книг 17-18 веков, то, что у нас хранится в отделе редкой книги. Рукописные материалы представляют цифровые копии рукописных материалов, которые хранятся у нас в отделе рукописи. Коллекция художественной литературы собрала в себе всю отечественную художественную литературу, переводы зарубежной художественной литературы, проза и поэзия, и также входит еще туда отдельные подколлекции детские книги. Коллекция «Русский авангард» – проект оцифровки книг, который иллюстрирует возникновение в России в первой трети XX века, экспериментальное творчество поэтов и художников. Представлены книги, иллюстрированные Маяковским, Кандинским, Малевичем. Очень интересная традиционная коллекция. Ну и коллекция Санкт-Петербург, понятно, что она посвящена полностью Санкт-Петербургу, включает в себя как книги, справочники, карты, открытки и так далее. Так, ну вот топ самые популярные коллекции, да, топ-10 коллекций электронной библиотеки в 2021 году в виде таблицы более подробно. Вот видите, да, авторефераты на первом месте, епархиальные ведомости пользуются большим спросом. Санкт-Петербург. Это топ-10 изданий, самых спрашиваемых изданий из электронной библиотеки РНБ. Мы видим, что, конечно, здесь в основном присутствует уникальное издание «Весь Петербург», посвященное, вернее так, издание справочное, очень сложной структуры, включает в себя как перечень производств, фабрик, заводов, частных лиц, всех, в общем-то, по адресам, по фамилиям. Очень интересный, хороший ресурс, вот он, как мы видим, спрашивается. Хотя почерк русского чистописания у нас на первом месте. Период с 16 по 21 год. Так что не только у нас читают книги, посвященные Санкт-Петербургу. Так, вот проект «Книжные памятники», федеральный проект, о котором вы тоже, я знаю, слышали, но еще пока не поиграли. Призываю вас, не стесняйтесь, включайтесь в этот проект. В нем участвуют, даже у нас есть наш партнер, это Нижегородская городская библиотека, муниципальная, прекрасно, второй год уже участвует в проекте, так что и вы присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Проект интересный, вот здесь несколько интерфейсов представлено. Проект рассчитан до 2024 года, так что у вас вполне еще есть время подумать, отобрать книжечки интересные. Вот, в конце мы должны, значит, в этом портале будет представлено 40 тысяч изданий книжных памятников. Книжные памятники, критерии отбора, хронологический критерий, понятно, да, все экземпляры до 1830 года включительно рукописные издания. Также социально-ценностный критерий. Вот, собственно говоря, издания, посвященные блокаде Ленинграда, они входят и включены в этот проект по социально-ценностному критерию, как издания, обладающие выдающейся духовной, материальной ценностью, особым историческим значением. В первом году проекта, в 2019 году, мы участвовали пополам с Российской государственной библиотекой, нужно было понять, как и что. Когда мы поняли, что все, в общем-то, не так страшно, к нам присоединились библиотеки, второй год проекта уже было 10 региональных библиотек, плюс библиотека Академии наук подключилась. В 2021 году региональные библиотеки уже количество их выросло до 30, а в 2022 году, как вы видите, 49 библиотек уже участвуют в проекте. Так что проект растет.
Круг библиотек участниц расширяется. Здесь представлен пример того, как мы описываем книжные памятники. Слева вы видите карточку в электронном каталоге на книжный памятник, а справа количество метаданных, которые наши каталогизаторы создают. Не побоюсь этого слова, это большая научная работа, когда определяются и атрибутируются год издания, типография, дополнительные сведения об ответственности. Вот такая работа у нас проходит по этому проекту. Так, 18 тематических разделов книжные памятники содержатся. В 2022 году появится еще 3. Один из них это будут периодические издания, где мы представим 500 номеров и журналов, выходивших в Российской империи в XVIII веке. Топ-10 тематических рубрик НЭБа «Книжные памятники». Вы видите, это славяно-русские рукописные книги. Что неудивительно, потому что этот проект, собственно говоря, направлен на то, чтобы люди, которые никогда в жизни, наверное, не смогли бы, даже придя в библиотеку, попасть в отдел рукописи и посмотреть какие-то уникальные рукописи, вот они с помощью этого проекта могут это все увидеть, почитать, посмотреть. Самые значимые книги аннотируются. Ну вот, ой, так, слишком сильно нажала. Ой, извините. В эту сторону, да. Вот, топ-10 изданий «Книжные памятники». Как вы видите, это «Атлас Сибири» Семена Ребезова, издание РГБ «Евангелие Хитрового», которым очень гордится Российская государственная библиотека. Сборник слов и поучений, это издание 1076 года из фонда ФРНБ, из фонда рукописи. Библия Гутенберга, то есть сами видите, насколько прекрасные издания у нас представлены в этом проекте. Я думаю, что у вас в библиотеке тоже есть что-то такое уникальное, что могли бы с удовольствием почитать и люди всей страны. Так. Но здесь немножечко о том, что мы представляем в проекте «Книжные памятники». Это вот такая вот призыв. Вообще, конечно, жизнь дает свои параллели, которые просто так даже не придумаются. Когда в 2020 году вся планета Земля сидела на карантине, в Российской национальной библиотеке мы цифровали вот эти призывы о том, как нужно бороться с заразой, с эпидемией. Собственно говоря, в блокадном Ленинграде не было эпидемии, насколько вы знаете, потому что прекрасно работала санитарная служба. И вот эти плакаты, призывы, которые собирали, как я уже говорила, люди ходили в библиотекари по улицам, собирали вот эти все листовки. Вот они все сохранены и присутствуют в электронном виде. Вот еще, да, вот. Все грязь и нечистоты на кухне, угрозы твоему здоровью. Все это. Так, также у нас представлены еще немножечко об изданиях, которые мы представляем на книжной памятнике. Это Марсова книга, совершенно известная, да, которая в школах проходит времен Петра I. Вот, пожалуйста, ее можно прочитать в этом проекте спокойно. Также в книжные памятники входит книга «Разговор адмирала с капитаном о команде». Книга построена в виде вопросов и ответов по вопросам плавания, мореплавания, военных корабля, постройки и так далее. Уникальная киевская псалтырь, совершенно замечательными миниатюрами. Юности честное зерцало. Всем нам в школе, да, просто надоедали учителя, когда говорили о светских реформах Петра, но мы ничего не понимали вообще, о чем идет речь. Пожалуйста, теперь спокойные школьники, учителя могут использовать в своей работе вот эту книгу, которую мы столько слышали, но ни разу ее не видели. Теперь ее в проекте, благодаря проекту «Книжной памятники» можно посмотреть, почитать, скачать, сделать все что угодно. В коллекции мы представили вот уникальную книжечку, у нас есть в фонде, это первое издание перевода на русский язык книги Даниэля Дефо «Путешествие Гулливера в страну лилипутов». Тоже интересно почитать. Итак, а теперь, собственно говоря, об электронной библиотеке РНБ и как в ней искать, как в ней работать. Простой поиск, вводим, да,
поисковый запрос, нажимаем на лупу, получаем результат. Какой-то после этого мы можем отобрать книги, которые имеют электронную копию. Применяем фильтр. Появляются только книги, имеющие электронную копию. Дальше нажимаем на надпись электронная копия. Ну, собственно говоря, вот можно почитать. Интерфейс такой. Провести немножко мышь вниз, курсор экрана, появляется контекстное меню, где мы видим количество страниц и все остальные опции, которые мы можем использовать в работе. Передвижение вперед-назад, начало в самый конец. Полистное передвижение туда-обратно. Можно просто задать страницу, которую хотим увидеть. Я достаточно быстро сейчас говорю, знаю, потому что эти материалы будут у вас отдельно доступны, и если вдруг что-то пропустите, то вы просто сможете это изучить. Сейчас просто живенько было. Так, кнопка увеличения, восстановление, вернее, масштаба страницы целиком. По ширине страницы кнопочка. Дальше кнопки уменьшения и увеличения масштаба идут. Можем выбрать масштаб, какой нам нужен. Можно повернуть страничку. Иногда бывают, конечно, ошибки при сканировании, когда страница лежит не так, как нужно. Ее можно повернуть принудительно. Можно инвертировать цвета. Можно распечатать страничку вот так вот, тогда будете необходимые страницы. Нажимаем на кнопочку «Печать». Можно сохранить файл, скопировать, вернее, странички отдельные. Точно так же вводим номера страниц, которые нужно скопировать. Номера страниц файлов, только уточню, да? Не страниц, которые напечатаны на книге, а номер файла, да? Ну и можно загрузить всю книгу целиком, скачать документ. Вот так вот это выглядит. Боковая панель, это миниатюры страниц, наброски. Дальше можно вот посмотреть краткое описание, нажав на карточку, если забыли, какую книгу смотрим. После этого можно увидеть полное библиографическое описание, нажав одноименную ссылку. Вот, пожалуйста, мы перешли снова в электронный каталог. Можно нажать назад. Дальше, значит, поиск периодических изданий. Поскольку это не книги, то иногда их поиск в общем электронном каталоге представляет затруднение. У нас есть специальная вкладка «Газеты и журналы». Можно ввести сюда название. Тогда вот «Петроградские ведомости» мы видим полный перечень. Собственно говоря, вот журнальное название газеты. Вниз после блока описания мы можем увидеть квадратиками, как у нас представлены номера за какие годы. Ну, точно так же посмотреть электронную копию. Точно так же можно выбрать газеты, применив фильтр, или журналы. Когда мы нашли ведомости, да, нам нужно не журналы с названием ведомости, а газеты с названием ведомости. Применяем фильтр. Уходим только на газеты. Также можно искать и по дате издания. У нас есть календарь. Собственно говоря, где выбираем год, выбираем дату и точно так же просматриваем электронную копию. Вот. Ну, назад календарь. Собственно говоря, на этом про электронную библиотеку РНБ все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте или потом сформулируйте, можете написать, передать с коллегами, и я тогда отвечу. Спасибо. Спасибо, Ирина Сергеевна. Уважаемые коллеги, может быть, возникли какие-то вопросы? Все понятно, да? Хорошо, объясняю. Может быть, Ирина Сергеевна скажет, сколько, есть ли наши издания, вот, допустим, касающиеся... Тогда благодарю за внимание. Подождите минуточку, Ирина Садиховна, сейчас мы спросим. Еще раз? Есть ли газеты наши
Сейчас, секундочку, вопрос один возник у коллег. Ирина Садиковна, вот хотелось бы показать нашим слушателям, что есть еще издание, которое касается нашей республики. Поняла. Значит, вот вы слышали о коллекциях «Памятные книжки», «Епархиальные ведомости». Как я посмотрела, до революции Сыктывкар, и сам город, да, вот тогда назывался немножко по-другому, да, он относился к Вологодскому. Сысольск назывался. Да, Усть-Сысольск, да, он принадлежал Вологодской губернии, то есть «Памятные книжки Вологодской губернии», пожалуйста, можете посмотреть. Епархиальные ведомости Вологодской епархии можете полистать. Когда приедут завтра библиографы, они обязательно вам еще расскажут, что можно в цифровом виде найти. Не подготовилась, честно говоря, на ваш ответ, хотя вот немножечко как бы озадачилась, да, но целиком не смотрела. Поэтому завтра, когда будет Надежда Игоревна Веденяпина, вы можете ее попросить, она вам все расскажет, тоже в нашем электронном каталоге покажет, как можно поискать ваше издание. Я не сомневаюсь, что их будет достаточно много, потому что у нас оцифровано большое количество карт. Трехверстка Российской губернии у нас оцифрована, куда совершенно очевидно вошла и Вологодская губерния, и город Усть-Сысольск, поскольку был достаточно крупный населенный пункт. Я думаю, что там вполне очень даже будет приличная подборка. Понятно, спасибо. Хорошо, значит, поговорим завтра об этом вопросе еще. Спасибо еще раз, Ирина Сариховна. Мы продолжаем, и следующий доклад заместителя заведующего отдела межбиблиотечного взаимодействия Российской национальной библиотеки Ладыгиной Полины Александровны. Она расскажет нам научные издания центральных региональных библиотек на всероссийском конкурсе научных работ по библиотековедению, библиографоведению и книговедению. Давайте послушаем. Уважаемые коллеги, добрый день. Я всех с удовольствием приветствую. Я позволила себе несколько перефразировать тему моего доклада и рассмотреть не столько издания, сколько конкурс как площадка для представления изданий. То есть не библиотеки для конкурса, а конкурс для библиотек. И в первую очередь необходимо отметить, что о такой необходимости активизации научной деятельности библиотек говорит тот факт, что в последнее время в государственной научной политике намечается поворот в сторону гуманитарных наук. И об этом можно судить по тем фактам, что научная деятельность, осуществляемая библиотеками, как нельзя лучше отвечает тем задачам, которые поставлены в основных документах, регламентирующих развитие науки и культуры в стране, а именно основы государственной культурной политики, стратегия национальной безопасности Российской Федерации, программа фундаментальных научных исследований на долгосрочный период. Нужно отметить, что во всех этих документах выделены специальные разделы, посвященные развитию именно социальных и гуманитарных наук. Научную деятельность в библиотечной сфере, как известно, осуществляют национальные библиотеки России, РНБ и РГБ, которые являются научно-исследовательскими учреждениями в соответствии с законом о библиотечном деле и со своими уставами. Также научную деятельность ведут федеральные библиотеки ведения Минкультуры России, центральные региональные библиотеки и, конечно же, библиотеки Российской академии наук. Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации также являются значимым сегментом научного потенциала библиотечной отрасли. В настоящее время в 71 центральной библиотеке научно-исследовательская деятельность отнесена к основным видам деятельности в соответствии с их уставами, а это дает нам право относить их к научно-исследовательским организациям в соответствии с нормами Федерального закона о науке и государственной научно-технической политике. Активное участие центральных региональных библиотек в различных профессиональных конкурсах дает возможность оценки результативности их научной деятельности. В этом смысле, конечно, именно конкурсная основа позволяет наиболее эффективно оценить уровень работы, поскольку она предполагает такой элемент состязательности, конкурирования среди равных, позволяет выявить
активных исследователей и в то же время охватить весь массив разработок по определенной тематике на данный момент времени. Но стоит заметить, что в настоящее время существует достаточное количество профессиональных конкурсов, как общероссийского, так и локального уровня, которые дают возможность центральным и региональным библиотекам проявить свои возможности и представить свои наработки. Но среди наиболее востребованных и авторитетных мы можем назвать Всероссийский конкурс среди центральных библиотек «Библиотечная аналитика», Всероссийский конкурс «Лучшая профессиональная книга года», Всероссийский конкурс краеведческих изданий «Библиотека Авторский знак», ну и множество других. Конечно, в этих конкурсах традиционно принимают участие центральные библиотеки и неизменно получают первые премии. Однако наибольшее значение не только для экспертной оценки результатов научной деятельности в библиотечной сфере, но и активизации научной работы библиотек и их поддержки, на наш взгляд, имеет Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению. Историю этого конкурса и масштабы проведения определяют его уникальное место в развитии библиотечной науки последних десятилетий. Конкурс был учрежден Министерством культуры РСФСР и успешно проводился с 1978 по 2014 года и был возобновлен в 2021 году. За период 1978 и уже включаем сюда 2021 было проведено 27 всероссийских конкурсов, на которых в качестве лауреатов были отмечены 286 изданий. До 1995 года конкурс проходил ежегодно, далее и поныне раз в 2 года. В среднем на каждом конкурсе представлялось более 100 работ, и таким образом можно подсчитать, что за время его проведения были выдвинуты на конкурс более 2500 научных работ, конечно, из более широкого массива изданий, вышедших в этот период. Учреждение конкурса было не случайным. Оно являлось отражением тенденций к усилению государственной поддержки организаций научных исследований в сфере библиотечного дела и организационно-методической со стороны библиотек, методических центров. В конце 60-х, начале 70-х годов большое внимание в стране уделялось развитию научно-организационной деятельности библиотек. В приказе Министерства культуры СССР 1971 года о мерах по дальнейшему улучшению организации научно-исследовательской работы в области библиотековедения и библиографии определялось создание в библиотеках ныне РГБ и ныне РНБ, а тогда это Государственная библиотека Ленина и Государственная публичная библиотека Салтыкова-Щедрина, специальных научно-исследовательских отделов. Важное значение для организации научной работы имело постановление ЦК КПСС 1974 года и последующее за ним постановление Совета министров РСФСР о мерах по выполнению постановления ЦК КПСС о повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе. Стоит отметить, что в то время и, пожалуй, уже больше никогда научные разработки библиотек удостаивались государственных премий в области науки и техники, высочайшей награды страны. Данные организационные мероприятия еще больше активизировали проводимые в стране научные исследования, и учрежденный в 1978 году конкурс был одним из рычагов этой активизации. Учредителями конкурса, как я уже говорила, являлось Министерство культуры РСФСР и Государственная публичная библиотека Салтыкова-Щедрина, основной организатор. В последующие годы в число соучредителей вошли Российская библиотечная ассоциация в 1998 году, Российская государственная библиотека в 2002 году и в 2012 году присоединилась Президентская библиотека имени Ельцина. Все они ввели дополнительные номинации и денежные премии. Первоначально по условиям конкурса его участниками были библиотеки ведения Министерства культуры РСФСР, федеральные, региональные и муниципальные. Однако со временем количество участников расширялось за счет вузов культуры и библиотек различных ведомств. Таким образом, конкурс стал приобретать межведомственную направленность. Для оценки значимости участия центральных библиотек в конкурсе большое значение имеет факт участия как библиотек, так и других организаций, независимо от ведомственной принадлежности. Таким образом, центральные библиотеки оказались в сложной конкурентной ситуации.
Однако итоги его свидетельствуют о высоком научном потенциале Центральной библиотеки. И история проведения конкурса это показывает. Из 286 работ лауреатов конкурса в 1978-1921 годах 104 работы были подготовлены авторами из центральных и региональных библиотек. За все время проведения конкурса были признаны победителями работы 39 центральных и региональных библиотек, причем некоторые из них получали дипломы неоднократно. Так, 3 и более раз победы присуждались исследовательским работам Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, Магаданской областной библиотеки, Национальной библиотеки Удмуртской республики, Нижегородской областной, Орловской областной, Свердловской, Смоленской, Ульяновской, Центральной библиотеки Ивановской области, Центральной универсальной библиотеки города Москвы. Дважды становились лауреатами Астраханская, Вологодская, Дальневосточная, Донская, Иркутская, Калужская, Мурманская, Национальная библиотека Бурятии, Новосибирская, Пермская, Челябинская. В числе получивших первые премии были такие работы, как вот представлены у меня на слайде, некоторые выбраны. Вот, например, лауреат 2021 года, подготовленная работа Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Или лауреат 2012 года Национальной библиотеки Республики Саха и так далее. Примеры можно видеть. Конечно, особо мне приятно выделить и работы победителей Национальной библиотеки Республики Коми, которая становилась лауреатом дважды. В 2002 году, получив вторую премию, и в 2008 году в номинации «Лучшая научная работа региональных библиотек». И в настоящее время эта номинация также существует, и мы будем ее поддерживать и дальше. Наиболее частая тематика работ лауреатов библиотек 70-е и 80-е годы – краеведческая, историческая, рекомендательная библиография, опыты внедрения БПК, методические материалы по внедрению общегосударственной системы депозитарного хранения библиотечных фондов, история библиотечного дела, информационная деятельность. В 90-е и начале 2000-х направленность исследований несколько сместилась в сторону автоматизированных информационных технологий. Однако все же преобладают исследования в области истории, библиотечного и книжного дела, библиографические указатели. И в этом смысле результаты конкурса могут быть интересны и в плане прослеживания эволюции тематики научных исследований, проводимых в библиотечной сфере, их актуальность, востребованность, а также активность региональных библиотек в проведении исследований. В целом, институциональный и содержательный анализ библиографического массива лауреатов отражает как структурные, так и качественные изменения библиотечной науки более чем за 3 десятилетия. Предложение возобновления проведения конкурса как инструмента активизации и поощрения научно-исследовательской работы в области библиотечного дела впервые было выдвинуто секцией Российской библиотечной ассоциации по научно-исследовательской работе в рамках Всероссийского библиотечного конгресса 2019 года в Туле. Оно получило одобрение и поддержку Национальной библиотеки России. И Министерство культуры утвердило в 2021 году положение по проведению конкурса. И это стало особенно своевременно в связи с провозглашением президентом Года науки и технологий. В соответствии с новым положением конкурс в первую очередь призван стимулировать исследования в приоритетных направлениях развития библиотековедения, библиографии и книжного дела, активизировать историко-культурные исследования, основанные на изучении библиотечных фондов, поощрять ученых и специалистов, которые внесли особый вклад в формирование новой стратегии деятельности библиотек. Конечно, способствовать повышению престижа научной работы в библиотечной среде и, конечно, поощрять молодых перспективных исследователей. И здесь нужно отметить, что была введена принципиально новая номинация «Лучшая научная работа молодого специалиста до 35 лет». Она послужила таким стимулом для развертывания инициативных молодых специалистов в регионах и представления ими своих наработок и результатов. При этом, конечно, следует отметить, что вот эта номинация и ее внедрение в конкурс, одной из задач было не только привлекать молодых специалистов, но и способствовать выполнению планов, намеченных Национальным
проектом «Наука» по увеличению числа молодых научных лидеров в нашей среде. Необходимо отметить, что вот это положение о проведении конкурса, пожалуй, первый официальный акт Министерства культуры за последние, наверное, порядка 5 лет, который касается именно библиотечной науки. И показательно, что в положении мы закрепили и установили номинацию «Лучшая научная работа региональных библиотек». Итоги конкурса 2021 года показали, что активность в сфере библиотечной науки остается достаточно стабильной и на том же уровне, что и была. На конкурс в 2014 году, это последний, который проводился до этого, было представлено 120 работ. В 2021 году 105 работ. Представленность центральных библиотек среди участников достаточно высока. Из 58 организаций различного типа, представляющих различные ведомства, на конкурс подали свои работы 25 центральных региональных библиотек. Как и ранее, центральные библиотеки продемонстрировали многочисленные научные разработки в области библиотековедения, библиографии и книговедения. При этом на себя также обратило внимание, что количество библиотековедческих и книговедческих работ возросло на некотором фоне снижения количества библиографических работ. Рассмотрим работы победителей, которые получили первые премии. В первых 2 номинациях победы были присуждены работам, подготовленным сотрудниками Национальных библиотек России, РНБ и РГБ. Но это неудивительно, потому что РНБ, что РГБ являются ведущими научно-исследовательскими учреждениями у нас в стране и флагманами науки, и об этом свидетельствуют в том числе и данные наукометрических показателей. В номинации «Лучшая научная работа в области библиотековедения» победа была присуждена монографии Галины Васильевны Михеевой «Российская национальная библиотека в годы Великой Отечественной войны». Жюри был отмечен высокий уровень проработки и представления материала, а продемонстрированный автором материал, как признанным лидером Петербургской исторической библиотечной школы, тут не вызывает никаких нареканий. В номинации «Лучшая научная работа в области библиографоведения» победителем был определен цикл работ, представленный сотрудникам Российской государственной библиотеки. Среди них указатель литературы по книговедению за 2008 год, публикации сотрудников Музея книги, научно-исследовательского отдела редких книг и так далее. В номинации «Лучшая научная работа в области книговедения» победу присудили работы «Книжные переплеты генерала Ермолова», подготовленные в ГМИ имени Пушкина. Среди главных достоинств это полнота описаний, детальная проработка и, безусловно, впечатляющее полиграфическое исполнение. В номинации «Лучший научный мультимедийный проект» победителем была определена электронная библиотека писателей Чувашии детям, которая была разработана Чувашской республиканской детско-юношеской библиотекой. Проект характеризуется полнотой охвата, тематической разнонаправленностью и удобством интерфейса. Поощрительный диплом, нужно отметить, здесь был присужден электронной коллекции «Наследие Моргенштерна», персональная коллекция, разработанная под руководством заведующим информационно-библиографическим отделом Челябинской областной универсальной научной библиотеки. В номинации «Лучшая научная работа региональных библиотек» победа была присуждена книге «Меня влечет к томам старинным», работа, которую мы сегодня уже видели на слайде, работа Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. А поощрительным дипломом в данной же номинации была поощрена работа Национальной библиотеки Республики Татарстан «Вехи истории от Казанской городской публичной библиотеки к Республиканской библиотеке имени Ленина». Следует отметить, что эти работы также были высоко оценены жюри конкурса «Лучшая профессиональная книга года» 2021 года и отмечены дипломом. В номинации «Лучшая научная работа молодого специалиста до 35 лет» опять же победителем стал представитель Российской государственной библиотеки. Здесь победил цикл представленных им работ, а поощрительный диплом присудили практическому руководству Музея книги библиотеки.
Новосибирской областной юношеской библиотеки. Специальной номинацией РНБ, которая была объединена в этом конкурсе впервые, лучшая научная работа по раскрытию и изучению исторического и культурного наследия России, победу присудили монографии усадебной библиотеки Тамбовской губернии конца XVIII – начала XX века как элемент провинциальной культурной среды, которая была подготовлена Тамбовской областной универсальной научной библиотекой. Работа сочетает в себе как библиотековедческие и неговедческие подходы с методологией современного гуманитарного исследования. В специальной номинации РГБ, которая также была впервые введена, лучшая научная работа по теории и практике организации деятельности модельных библиотек, победа была присуждена выпуску номер 18 информационного бюллетеня для библиотек Самарской области «Библиосфера 63», который был посвящен представлению опыта по созданию и методическому сопровождению модельных библиотек нового поколения в Самарской области. В специальной номинации президентской библиотеки «Лучшая научная работа в области интеграции информационных ресурсов» победителям определили цифровую платформу о Липецком крае в годы Великой Отечественной войны, подготовленной публичным центром правовой информации Липецкой областной универсальной научной библиотеки. Членами жюри было отмечено качество проработки и представления архивных материалов, полнота сведений по персоналиям, памятным местам и местам боевых действий. Ну, как мы можем видеть, что среди всех номинаций абсолютное большинство премий принадлежит работам центральных библиотек, что, конечно же, еще раз подтверждает их большой научный потенциал. Постараемся рассмотреть поподробнее представленный на конкурс работы центральных библиотек, именно представленный на конкурс. В первую очередь необходимо указать на географический охват участников. На конкурс поступило, как я уже говорила, 105 работ из 41 субъекта Российской Федерации, от европейской части до Якутии. На конкурс подали свои работы центральные региональные библиотеки из Москвы, Республик Татарстан, Мари-Эл, Саха, Алтая, вот все они представлены сейчас на слайде. Интересным также представляется рассмотреть распределение поданных заявок центральными библиотеками по номинациям. И здесь вот на слайде тоже мы представили некоторые данные по тому, как были распределены вот эти работы, которые подавались на определенную номинацию. И мы можем увидеть, что, конечно, традиционно наиболее широко представлены наработки в области книговедческих и историко-культурных исследований, о чем говорят цифры. Принято ограничивать социальную значимость научной работы библиотек только библиотечной сферой. Так вот, например, в стратегии развития библиотечного дела указывается на необходимость научного обеспечения деятельности библиотек. Однако этим библиотеки не ограничиваются, и приведенные результаты во многом это подтверждают. Подтверждают тот тезис о том, что научную работу центральных библиотек целесообразно разделять на два комплексных направления. Первое – это научное обеспечение деятельности библиотек, и второе – это историко-культурные исследования регионального характера на основе библиотечных фондов. Потребителями работ в области научного обеспечения деятельности библиотек являются, конечно же, руководители, учредители, работники. Ну а историко-культурные исследования предназначены и востребованы для всего общества. И в этом смысле я хотела бы привести, считаю целесообразным, некоторые примеры тех работ, которые имеют большую профессиональную значимость и которые были направлены на конкурс. Вот некоторые из них я также привела на слайде. Это исследование аудитории детских библиотек по детскому и юношескому чтению, исследование социологическое, что читают пользователи муниципальных библиотек Татарстана, областное исследование фонда муниципальных библиотек Мурманской области. Также вот такое было исследование ориентации на потребителя по результатам маркетингового исследования и так далее. В лучших работах историко-культурного характера, подготовленных центральными библиотеками, опять же сочетается библиотековедческий, книговедческий подход с методологией гуманитарных исследований.
В качестве примера мы приводим работу победителя вот усадебной библиотеки Тамбовской губернии. И можно также привести некоторые работы, которые поступили на конкурс. Западноевропейские издания 15-18 веков фондов Ульяновской научной библиотеки, русская книга гражданской печати фондов Национальной библиотеки Республики Татарстан, коллекция книг 18-го, начала 20 века Оренбургской духовной семинарии в фондах областной универсальной научной библиотеки Крупской, идейно-творческое наследие Аврамова в историко-культурной парадигме реформаторского народничества и так далее. Нельзя не отметить активную работу библиотек в области сохранения памяти и патриотического воспитания. Так, на конкурс были представлены публикации и мультимедийные ресурсы, посвященные Великой Отечественной войне. Среди них можно назвать ресурс «Ноты, опаленные войной» из фондов Свердловской областной универсальной библиотеки, каталог книг периода Великой Отечественной войны «Свидетели войны и победы» Астраханской областной научной библиотеки, мультимедийный портал «75 уроков Победы» Национальной библиотеки Республики Саха, память вечного огня, цифровая платформа о Липецком крае, памяти павших во имя живых, Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной войны и многие другие. Ну и подводя итоги нашего обзора, необходимо отметить, что конкурс, конечно же, является одним из эффективных механизмов государственной поддержки, проводимых в нашей отрасли научных исследований. Безусловно, это действенный механизм стимулирования проводимых исследований вне зависимости от ведомственной или институциональной принадлежности авторов, средством выявления научного потенциала. В современных условиях конкурс можно рассматривать как эффективную форму оценки результативности научной работы ведущими учеными, экспертами отрасли. При этом, как показал отбор работ и победителей, поступивших на конкурс работ, научный потенциал центральных региональных библиотек достаточно объемен, что свидетельствует о значимой роли их научных разработок не только для библиотечной отрасли, но и для гуманитарной науки в целом. И здесь нужно отметить, что в настоящее время одной из важнейших задач, стоящих перед национальными библиотеками и управлением в сфере культуры, является поддержка и развитие научной работы центральных региональных библиотек, что уже, безусловно, поэтапно осуществляется нами в этом году. Большое спасибо за внимание, и я приглашаю Национальную библиотеку Республики Коми в следующем году присоединиться к конкурсу и дать свои работы. Спасибо. Полина Андреевна, спасибо. Очень познавательный материал, и нам есть к чему стремиться. Тем более в зале сидят будущие специалисты в области библиотечного дела, колледж культуры. Будем работать и стараться участвовать в конкурсах подобных. Ну а сейчас мы с вами совершим настоящую виртуальную прогулку по Императорской публичной библиотеке, которая называется «Неизвестная библиотека». Ее автор Матвеева Ирина Германовна, старший научный сотрудник отдела истории библиотечного дела Российской национальной библиотеки. Российская национальная библиотека, основанная как первая национальная библиотека России в 1795 году Екатериной II, входит в число 5 крупнейших библиотек мира и является второй в России по объему библиотечных фондов. На всем протяжении своего существования библиотека воспринималась обществом как центр культурной жизни не только Петербурга, но и всей России. Исторический архитектурный комплекс библиотеки был создан выдающимися архитекторами и состоит из 4 построенных в разное время зданий. Эти здания, каждый из которых представляет собой замечательный памятник зодчества XIX века, в настоящее время является своеобразным музеем библиотечно-строительного искусства. В 1801 году в центре Санкт-Петербурга на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы было построено первое здание для Императорской публичной библиотеки по проекту архитектора Егора Тимофеевича Соколова. Это было первое в России здание, специально построенное для библиотеки. Согласно первоначальному плану, здание представляло собой одновременно дворец, научный центр и книгохранилище.
В 1835 году к первому зданию библиотеки было пристроено второе, спроектированное архитектором Карлом Росси. В основе архитектурной идеи проекта этого здания было его органическое единство с корпусом Соколова. Карл Росси включил здание библиотеки в застройку Александринской площади, сделав ее неотъемлемой частью выдающегося архитектурного ансамбля, внесенного в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Третьим этапом формирования единого комплекса зданий библиотеки явилось строительство корпуса с читальным залом по проекту Василия Ивановича Собольщикова, открытого в 1862 году. В то время это был крупнейший и самый благоустроенный читальный зал в Европе. Рост фондов, увеличение числа читателей привели в конце XIX века к необходимости строительства еще одного здания. Четвертый корпус был возведен архитектором Евграфом Сергеевичем Воротиловым в 1901 году на углу переулка Крылова и площади Островского. В этом корпусе располагается читальный зал на 400 читателей с хранилищами. Указом президента России Российская национальная библиотека является особо ценным объектом национального наследия и составляет историческое и культурное достояние народов Российской Федерации. В историческом комплексе библиотеки размещены наиболее ценные фонды: уникальная коллекция рукописей, самое полное в мире собрание книг на русском языке, первопечатные отечественные книги, богатейшее собрание инкунабул, библиотека французского просветителя Вольтера, фонды картографии и эстампов. Являясь бесценными памятниками национальной и мировой культуры, эти фонды составляют основу документального наследия страны. За последние 20 лет по проектам лауреата Государственной премии России, главного архитектора библиотеки Александра Георгиевича Бакусова, были воссозданы прежние интерьеры отдельных исторических залов с приспособлением для современного использования. В отделе эстампов по архивным документам воссоздана мебель. После ремонта в зале располагается хранилище, проводится обслуживание читателей, проходят художественные выставки на основе материалов богатейшего фонда этого отдела. Были восстановлены исторические интерьеры зала Модеста Андреевича Корфа с организацией в нем постоянно используемого выставочного пространства библиотеки. В библиотеке при поддержке французского правительства и ее президента Жака Ширака был создан Центр изучения эпохи Просвещения библиотека Вольтера, где хранятся фонды библиотек Вольтера, Дидро и Руссо. Были изготовлены книжные шкафы, выполненные по образцу тех шкафов, в которых ранее хранилась библиотека Вольтера в Эрмитаже. Реставрация этих залов стали первыми шагами на пути дальнейшего восстановления исторического облика библиотеки. Время не пощадило исторические интерьеры библиотеки. Длительная эксплуатация зданий с нарастающими перегрузками за счет постоянно растущих фондов привела к тому, что многие из внутренних помещений частично утратили свое важное историко-культурное назначение. В поисках временного выхода из тяжелого положения создавались коридоры, антресоли, перегородки с вынужденными нарушениями пожарной безопасности и требований Государственной инспекции охраны памятников Санкт-Петербурга. Это привело к существенному нарушению условий хранения и создало угрозу безопасности Национального книжного фонда России. Комплекс главного здания библиотеки требует безотлагательного проведения дальнейших ремонтных работ для устранения физического износа, исключения малоценных архитектурно-планировочных наслоений, воссоздания декоративно-художественного
облика помещений. Это позволит продлить жизнь уникальному памятнику архитектуры и объекту культурного наследия, сделать его центром экскурсионно-просветительского комплекса отечественных градостроительных шедевров XIX века. Решить эту задачу предлагается путем создания центра всего библиотечного комплекса на месте среднего хозяйственного двора. Этот центр, представляющий собой атриумное пространство с выходящими в него галереями, обеспечит нормальные графики движения читателей и сотрудников между основными корпусами всего библиотечного комплекса. Лифты дадут возможность пользоваться читальными залами маломобильным группам населения, что присуще всем современным библиотекам. Из этого центра, удобно связанного с вестибюлями корпусов России и Воротилова, читатель легко может попасть в любой из отделов библиотеки. В галереях на разных уровнях могут располагаться временные и постоянные выставки, музей-библиотеки, зону отдыха, которые в настоящее время в библиотеке отсутствуют. Зал отдела редкой книги был разделен временной перегородкой для организации коридора. Редчайшие ценности инкунабула, Альдины и Эльзевиры, издания кириллической печати сейчас находятся за фанерной перегородкой. Соединение помещений Центра изучения эпохи Просвещения, библиотека Вольтера и отдела редкой книги позволит воссоздать единство зала корпуса России и улучшит условия хранения редких изданий. Отдел рукописей «Жемчужина» фондов библиотеки, хранящий уникальнейшие документы, находится в сложнейших условиях нехватки помещений для нормального хранения рукописей и претерпевает крайние неудобства для организации выставок. При проведении ремонта для оформления выставочного зала отдела рукописей будут использоваться сохранившиеся исторические образцы мебели, большая часть которых является историко-культурными экспонатами библиотеки. Овальный зал Русского фонда первоначально не предназначался для хранения книг, однако сегодня он полностью заставлен шкафами, стеллажами, и его уникальные интерьеры недоступны обозрению посетителями. Реконструкция этого зала позволит вернуть ему исторический вид и организовать комфортные условия для работы сотрудников и просветительной работе по пропаганде уникальных изданий русской литературы. В середине XIX века была уничтожена лестница в корпусе Соколова, что лишило отдела рукописей Русского фонда пожарных выходов. В середине XX века во дворе корпуса Соколова была построена временная эстакада промышленного типа. Восстановление лестницы, демонтаж эстакады и благоустройство двора дадут возможность использовать эту территорию как зону отдыха. При проведении работ в историческом комплексе главного здания предполагается руководствоваться принципом неделимости и привязки к конкретной исторической среде наиболее ценных собраний библиотеки, основного Русского фонда, отдела рукописей и отдела редких книг. 8 февраля 2018 года коллегия Министерства культуры Российской Федерации одобрила концепцию развития Российской национальной библиотеки на 2018-2025 годы, в которых намечена и реставрация главного здания. В своем архитектурном воплощении Российская национальная библиотека остается символом национальной культуры и российской государственности. Проведение ремонта с фрагментарными элементами реставрации позволит историческому комплексу библиотеки занять достойное место в ряду мировых образцовых учреждений культуры.
На этом первый день работы в Дни Российской национальной библиотеки в Республике Коми у нас завершается. Огромное вам всем спасибо за внимание, за то, что нашли время, чтобы побывать у нас. Завтра мы продолжим. В 11 часов начнется второй день Дней Российской национальной библиотеки. В 12 часов начнется семинар «Информационно-библиографическая деятельность в эпоху цифровых технологий», на котором выступят ведущие специалисты в области библиографии Российской национальной библиотеки Великова Наталья Константиновна, Веденяпина Надежда Игоревна и Андреева Александра Николаевна. Приходите вживую пообщаться с такими поистине выдающимися, серьезными специалистами в области библиографии. Это уникальная возможность. Спасибо вам, коллеги, будущие коллеги. Хорошего вам вечера. Mm-hmm.